Ребят, привет! Хотела сказать огромное спасибо за вашу помощь, потому что этот выпуск целиком и полностью снят на ваши пожертвования. Большое спасибо, что вы находите возможность помогать. И большое спасибо, что смотрите. Без вас ничего бы не было. Приходили кошки, коты садились, и мы с ними разговаривали. Сколько вы слов произносили в день? Считать, когда я кричал на стены или нет? Просыпаюсь, и я думаю, когда меня накроет. А те что, реально сейчас дали 25 лет за 5 выступлений? Но, надеюсь, хоть неплохо выступил. Ну что, добро пожаловать в наш гадюшник. Я не боялся это говорить в России, и я точно не буду бояться какой-то критики в Твиттере. В заложниках у путинского режима находятся миллионы российских граждан. И не надо натягивать вот эту коллективную вину. Кем вы себя чувствуете в этот момент? Предательницей. А ты что, людей ел? В России 21 века, чтобы быть порядочным человеком, надо быть героем. Мы вас к людям никогда не выпустим. Journalist, historian, political resistant, Mr. Vladimir Kara-Murza and his wife Evgenia. Да? Нет, перед домом. Здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте! Я так рада! Здрасте! Мы прям же здесь же, на этом же углу с вами. Вообще. Ну, это, да, чудеса. Володь, вы в интервью Альбац, которое вы давали в 2023 году, говорили буквально следующее. Я глубоко и твердо убежден, что политик может оставаться политиком, только находясь в своей стране. Журналисты, писатели, правозащитники, деятели культуры могут и должны говорить откуда угодно. Политик не может. Это то, что редкая по нынешним временам область, где удаленки не бывает. Вопрос прежде всего не в практической плоскости, а в этике ответственности. Публичный политик должен разделять риски со своими согражданами. Невозможно призывать людей к борьбе с авторитарным режимом, самому находясь безопасно далеке. По крайней мере, я бы не считал, что имею на это моральное право. Под каждым словом подписываюсь. Сейчас вы как себя чувствуете вот с этим моральным правом? Ну, сейчас я себя чувствую очень странно, потому что я оказался за пределами своей страны помимо своей воли. Меня никто не спросил, так же, как никто не спросил ни одного из тех, кто был в обмене. Наша высылка противоречила всем на свете правилам и законам. Начиная с 61 статьи Конституции, которая четко и ясно говорит, что ни один российский гражданин не может быть выслан за пределы Российской Федерации без его или ее согласия. Нашего согласия никто не спрашивал. Я до сих пор еще не въехал в реальность этого. Я еще несколько недель назад был убежден, что придется заканчивать свою жизнь в этой омской тюрьме. Вот сейчас мы с вами сидим в замечательном городе Страсбурге и разговариваем. Я буду делать то, что я могу делать, находясь вынужденно за пределами России. Прежде всего, это бороться за освобождение политзаключенных, за тех, кто остался там, вытаскивать их точно так же, как люди доброй воли вот всеми своими потрясающими усилиями последних лет вытащили нас. Теперь я чувствую эту моральную ответственность перед другими. Я с этой ответственностью живу каждый день. Я буду делать все для того, чтобы эти обмены продолжались, потому что людей нужно спасать в прямом, а не в переносном смысле этого слова. И очень важный момент – это подготовка, домашняя работа, подготовка к тем будущим переменам в России, подготовка к тому будущему постпутинскому транзиту к демократии, который мы на этот раз должны сделать правильно. И эту подготовку можно и нужно делать в том числе на международном уровне, потому что значительная часть этой работы будет касаться именно международной политики, потому что в числе всего того, что уничтожил нынешний режим, это место нашей страны в мире.
Знаете, я вот последние 2,5 года своей жизни каждодневно, к сожалению, был вынужден все это смотреть или слушать. В Москве у меня вообще был телевизор в камере, и сосед очень любил смотреть Владимира Соловьева. Это вообще отдельная история. Если бы Россию не исключили из Совета Европы после начала войны, то вообще можно было бы подготовить обращение в Европейский суд по правам человека по статье о пытках Европейской конвенции, потому что как каждый день с утра до вечера слушаешь Владимира Соловьева, это то еще удовольствие. А потом уже в Омске была просто радиоточка, но оттуда все то же самое, значит, доносилось. И знаете, вот этот постоянный нарратив, который уже такая заезженная пластинка этой кремлевской пропаганды, что вот Россия была там унижена, Россия была на коленях в 90-е годы, а вот пришел великий Путин, значит, и так далее. Когда сравниваешь вот то, что они говорят, с реальностью, но я не знаю, насколько нужно вообще не иметь критического мышления, чтобы верить хотя бы одному слову. Ну, в 90-е годы Россия была членом Большой Восьмерки, самого престижного клуба мировых промышленных демократий. В 90-е годы Россия была членом Совета Европы. Вот здесь, на Дворце Европы в Страсбурге, висел российский флаг. Нас уважали, нас считали нормальной страной, к нам были открыты, к нам относились по-человечески. Когда я в тюрьме это слышал и видел какие-то там репортажи государственного телевидения, как пропаганда преподносила, знаете, с такой помпой какой-то очередной визит Лаврова в какую-то там африканскую страну, которое название даже сейчас не вспомню, или показывали господина Шойгу в окружении каких-то северокорейских генералов, всех увешанных вот этими медалями, там чуть ли не до штанов. Но это позорище просто. Просто превратили в позорище и внешнюю политику, и репутацию, и вообще все полностью, что могли разрушить, они разрушили. И вот это все нужно будет восстанавливать. И эту работу можно и нужно вести на международном уровне. И этим я буду заниматься здесь, поскольку уже оказался в такой ситуации. Ну, а вот эту беседку даже не помню такой. Я тут обычно только прохожу в пассе, не глядя по сторонам. А я очень люблю. Я в этом парке всегда, наоборот, выдыхаю. Тут удочки, смотри, уточки. Лебеди, утки, да. И лебеди, да, и аисты. Аистов много. Аисты улетели, мне кажется, уже. Да, конечно, улетели. Они больше не стучат. Они весной, летом, вот когда летняя сессия пассе, да, они стучат, потому что они гнездуются, они садятся на гнезда. Мне кажется, даже в апреле были, потому что сессия была. Сессия всегда апрель, сентябрь, июнь. Я была в июне. И вот тогда вот аистов действительно много. Сейчас здесь комары еще летают. Аистов нет, а комары есть. Это какая-то мошка отдельная. Я наконец увидел этих знаменитых сибирских комаров, потому что я в Сибири много бывал, но как-то в основном мне, видимо, везло, а тут ты никуда от них не денешься, когда у тебя камера и окно открыто. Ужасно. Каждый вечер на охоту приходилось выходить. Кошмар. То есть они прям вот такие? Нет, они выглядят обычно, но, видимо, им там выживать как-то надо. И они, то есть, просто с утра просыпаешься весь покусанный. Кошмар. Жень, мы встречались прямо здесь 1,5 года назад, и тогда ваше состояние, ну, в общем, нельзя было назвать отчаянием, но это было близко к этому. По крайней мере, у меня надежды на то, что вот мы окажемся здесь втроем, тогда не было. Не знаю, как у вас. Хотя отчаянию никогда нельзя поддаваться. Тяжело было страшно, было больно. Но я не думаю, что я когда-либо дошла до отчаяния. Злилась много. Злилась и на российские власти, на режим, который последовательно пытается уничтожить все живое в нашей стране и который последовательно пытается уничтожить мою вечную семью. Злость была и на тех лидеров на Западе, которым приходилось по 1000 раз повторять одно и то же, прежде чем я начинала замечать какой-то проблеск в глазах. Но отчаяние нельзя себе позволять, и надежду нельзя никогда терять. Как я себя сейчас чувствую, сказать сложно, потому что переварить все произошедшее времени не было. Но я, мне кажется, проживаю все глазами наших детей. Вот, когда я вижу Володю с детьми, когда я вижу, как сын вьется вокруг него, как хвостик, когда я вижу, что наша 18-летняя девочка, интроверт, улыбается и болтает о своих планах, об университете, рассказывает о своих друзьях. Совершенно вот человека отпустила, то, что называется. И как я вижу среднюю девочку нашу, Соньку, которая не уходит из дома без того, чтобы не подойти к папе, не обнять, не сказать: пап, хорошего тебе дня, пока. Ну вот тогда я чувствую, как меня переполняют эмоции, и
Я это вижу их глазами. Но есть, конечно, и боль, потому что я думаю обо всех детях, которые не имеют такой же возможности. О дочках Маши Пономаренко, о детях адвокатов Алексея Навального, о тысячах и тысячах людей, разорванных семей, об украденных украинских детях. Я думаю о миллионах семей, чьи жизни были просто растерзаны войной и репрессиями. И поэтому я пока не разобралась со своими собственными эмоциями. Но вот то, что можно пощупать, потрогать и вот так вот обнять, это, конечно, бесконечное счастье. Вот. Володь, вы как? Я смотрю фильм какой-то, Катя, уже несколько недель. Я еще пару месяцев назад сидел в этой одиночке в Омске. Это правда, что вы спорили с адвокатом на вино, что вы никогда не выйдете оттуда? Да, правда. Теперь я должен 2 ящика вина. Один Аня Ставицкая, один Маша Эйсмонт. Это правда. То есть вы были уверены, что вы не выйдете? Я считал, что это был очень легкий спор. Я практически не сомневался, что я оттуда не выйду. При этом я по жизни абсолютный оптимист. Я абсолютно не сомневался, как я и сейчас не сомневаюсь, что Россия обязательно вырулит из этого. Но я не всегда это мог связывать со своей собственной судьбой, потому что я знал, что времени у меня не очень много. Меня когда вот ровно год назад отправляли этапом из Москвы в Сибирь, ко мне подошел начальник медчасти, там водники в СИЗО-5, и просто честно сказал, что у вас где-то год-полтора, когда вы туда попадете. Поэтому я понимал, что времени просто не очень много лично. Корили бы себя за то, что поехали тогда в Москву? Меня много об этом спрашивали, и когда я сидел, и журналисты, жалеете ли, что не уехали? Нет, вы не уехали. Вы с Женей поехали в Париж. И после Парижа она полетела в Вашингтон, да. А вы полетели в Москву. И, в общем, наверное, всем вокруг было понятно, что вы оттуда уже не вернетесь. Ну, что все-таки уточнить, Катя. Утром, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, 24 февраля 2022 года, я проснулся в своей квартире в Москве. Открыл телефон. Мы все интеллектуально понимали, что это будет, но верить не хотелось все равно как-то эмоционально. И проснулся утром, и вот эти первые видео, фото бомбардировок Киева, Харькова. И я помню, тебе одно слово написал, началось, когда это было. А у вас там еще ночь была. Ночь, я, конечно, в Москве не спала. было утро. Потом я еще летал в Екатеринбург. Это было уже самое начало марта. Мы с Евгением Ройзманом встречались, у него там сидели на кухне, пили его кофе замечательный, а мне кофе вообще нельзя, мне после отравления запрещают кофе пить. Но тут я как бы решил, что я могу себе позволить немножко нарушить. Я очень хорошо помню этот наш с ним разговор. Он сказал, что он никуда не уедет, и я сказал, что я никуда не уеду. Вот будь что будет, мы должны быть здесь. И потом вернулся в Москву, это уже март 22 года. И я помню, что абсолютно какая-то чудовищная наружка. То есть нам к наружке не привыкать, тем, кто в оппозиции в России, да, мы всегда ходим там с этим сопровождением. Ну тут прямо, они, знаете, они стояли перед моим подъездом, они ездили на машине за мной, в метро спускались. Я помню, я шел на почту, я живу за Москворечье, и шел в свое почтовое отделение, там что-то отправить нужно было по Пятницкой улице. Просто буквально каждые 50 метров они стояли вот с этими своими фирменными барсетками. Ну то есть это было специально сделано, чтобы просто, я не знаю, что запугать, чтобы вы показать. поняли, что надо... Вот. И я в середине марта поехал на день рождения дочки, старшей, 16 лет ей было, не мог это пропустить. А потом проехался, как я сейчас понимаю, наверное, на подсознательном уровне. Такое прощальное турне, что ли, было. Я был в Берлине, я был в Лондоне, уже мы были вместе. И потом здесь, во Франции, это был Париж, и я там выступил. Слушания были о политических заключенных в России. Я выступал на эту тему. И потом Женя вернулся в Штаты, я вернулся в Москву. Меня много раз спрашивали в письмах о том, жалел я об этом решении. На этот вопрос 2 честных ответа. Первый ответ. Как отец, как муж, как человек живой. Я жалел каждую минуту каждого дня, когда я не мог обнять своих детей, когда я не мог даже услышать голоса в трубке. Жалел каждую минуту каждого дня. Второй ответ, такой же искренний, такой же честный. Как российский политик, не то что ни разу не пожалел, но даже не мог поступить никак иначе. Я всю жизнь свою был убежден, что политик должен находиться в своей стране. Потому что если ты претендуешь на то, чтобы быть публичным политиком, а я на это претендую, это подразумевает некий уровень публичной ответственности,
который перевешивает соображение личного комфорта и личной безопасности. И знаете, я очень часто вспоминаю слова. Была такая история, Кать, может быть, помните, в середине нулевых инициативная группа российской оппозиции выдвинула кандидатом в президенты Владимира Константиновича Буковского. Да, было. Я эту инициативную группу возглавлял. Это был такой моральный, понятно, что символический, потому что было понятно, что никто не зарегистрирует жест, но очень важный. Показать, что вот у нас есть альтернатива, у нас есть что ответить. Вот раз они предлагают нам Лубянку, мы предложим Вацлава Гавела. Идея была такая. И я помню, что для меня очень важно было увидеть реакцию людей на эту инициативу, когда 7 часов стояли люди и не расходились в Сахаровском центре на морозе. Это был декабрь, когда шло официальное выдвижение, чтобы поставить и нотариально заверить подписи свои за выдвижение Буковского президента. Я не знаю, словами не могу описать, что я чувствовал тогда, когда смотрел. Но вот во время той кампании у нас был митинг на Триумфальной, на Маяковке, там, где начиналось диссидентское движение с чтений, публичных чтений запрещенных стихов, собственно, которые Буковский организовал. И после митинга к нему подошла какая-то женщина и спросила: Владимир Константинович, а зачем вы вернулись? Неужели вы надеетесь здесь что-то изменить? А он сказал: нет, конечно, не надеюсь. Но вернулся, потому что люди опять начинают бояться. А когда люди начинают бояться, нужно прийти, встать рядом и сказать: вот он я не боюсь. Я эти слова очень часто в жизни вспоминал. И вот в эту последнюю поездку перед арестом здесь... У меня до сих пор мурашки у по меня коже, это было. мы с этим живем. У меня это было в голове постоянно. Когда люди начинают бояться, нужно прийти, встать рядом и сказать: вот он я не боюсь. Я в это верю, это моя жизнь. Иначе было никак поступить невозможно. Вы не представляете, сколько я получал писем в тюрьме от людей, которых я совершенно не знаю, из самых разных там концов России, из городов, где я никогда не был, а некоторых из этих городов я даже не слышал никогда. И люди писали: спасибо, что вы нас не бросили. И это, я замечу, люди, которые не боялись писать через официальную вот эту тюремную систему. Ты оставляешь свое имя, ты оставляешь свой домашний адрес, ты оставляешь, если в чин письма оплачиваешь свои там банковские все координаты и так далее. И люди понимали, что это все проходит через систему цензуры. И люди не боялись писать эти вещи, что они против войны, что они поддерживают то, что мы делаем. Потому что вот на каждого такого человека, который пишет такое письмо, сколько людей, которые думают так же, но просто, может быть, пока не решаются это сделать. И это та Россия, которую я хочу, чтобы вы увидели в мире. Поэтому я здесь, в частности, сейчас. Поэтому я после этого обмена, вместо того, чтобы... Там я очень завидую Олегу Петровичу Орлову, который уехал рыбачить в Норвегию. Потому что вот это нужно делать после тюрьмы, вот когда надо там голову свою в порядок Меня, приводить. кстати, потрясло, что вы сказали: и мы хотим побыть с детьми дома всей семьей. Сказали Евгения и Владимир Карамурза. И вот мы здесь. Ну, а вы до этого уже, извините, до меня встречались с Байденом, встречались с Макроном, с потому что Джонсоном. если Макрон предлагает встретиться, мы не можем сказать: а подождите, пожалуйста, 3 месяца, потому что так не бывает. Понимаете, Катя, я вот сейчас каждое утро просыпаюсь, каждый вечер ложусь спать с мыслью о тех, кто там остался. Потому что сейчас я знаю, что такое просыпаться в 5 утра по подъему, прикреплять твою шконку к стене. Я знаю, что такое сидеть целый день в этой одиночке, когда у тебя только 4 стены вокруг и окошко с решеткой, и ты ничего не можешь сделать, ты ни с кем не можешь говорить, ты никуда не можешь пойти. Я знаю, как это. И я сейчас думаю об этих людях каждый день. И поэтому вот пока все эти президенты, премьер-министры, там, канцлеры и так далее хотят и готовы встречаться, значит, как бы, отдохнем в другой жизни, как ты говоришь. Значит, нужно работать, значит, нужно ездить, значит, нужно говорить о тех, кто остался там. И мы каждый разговор вот с теми людьми, которых вы упомянули, и с Шольцем, и с Макроном, и с Байденом, и со Стармером, и со Стубом, президентом Финляндии, там, я уже не помню еще с кем. Каждый разговор начинается с темы политических заключенных, потому что вот этот обмен наш, который вытащил 16 человек из путинского ГУЛАГа, вот все говорят, и в СМИ много пишут, что обмен исторический, да, крупнейший со времен Холодной войны там, и так далее. Это все правда. Но для меня он исторический, прежде всего, потому что впервые за 38 лет, с 1986 года, посредством вот такого международного обмена из тюрем российских вытащили не только западных каких-то там граждан, которые там сидели, не только, я не знаю, там разведчиков каких-то и так далее, а вытащили наших политзаключенных. Последний раз это было осенью 1986 года, когда освободили основателя Московской Хельсинской группы Юрия Федоровича Орлова. Вот с тех пор прошло почти 4 десятилетия. Мы не можем еще ждать 38 лет до следующего подобного обмена, потому что у людей нет этого времени. У многих из них и 2 лет нету, понимаете? Как у Алексея Горинова или у той же Марии Пономаренко, которую там пытают каждый день, в психологическом смысле пытают. Или у Игоря Барышникова, понимаете, у которого рак в Калининграде. У этих людей времени нет, их нужно спасать. И поэтому
пока со мной готовы встречаться все эти канцлеры, президенты и премьер-министры, я буду с ними встречаться. А отдохнем когда-нибудь потом. А вы думали о том, что вы могли его переубедить все-таки тогда? Ну, найди другие слова. Ну, ляг поперек. У меня не было цели такой. Мы же с этим живем. То есть вот я когда решила, что вот с этим человеком я могу провести жизнь всю свою. А это было 22 года назад. Я же уже понимала, что он такой. Он был лидером детской демократической партии. В которой было 3 члена. По-моему, человек 10 все-таки был. Ладно, что тоже. Он же был тем же самым человеком. Поэтому если бы я спустя 20 лет стала его переубеждать и говорить, что вот нет, а ты не езжай, нет, а ты вот не делай, нет, вот это вот опасно, но это было бы жуткое лицемерие с моей стороны, потому что так получалось бы, что больше я не принимаю его таким, какой он есть. Мне же нужен вот этот человек, конкретно вот такой, с тем, что я в нем уважаю, чем я восхищаюсь, именно чтобы он оставался тем человеком, с которым я решила связать свою жизнь. Да, риски страшные, и каждый раз, когда мы расстаемся, Мандельштам, кто может знать при слове расставание, какая нам разлука предстоит. То есть с этим мы тоже живем много-много лет. Но по-другому нельзя. Значит, я должна разделять риски тоже, потому что убеждение я его разделяю. В России 21 века, чтобы быть порядочным человеком, надо быть героем. И вот каждый из людей, которые каким-то образом, несмотря на весь этот кошмар и ужас, говорят «нет», каждый из них – это герой. И поэтому за них мы должны бороться. А как их можно бросить? Мы много слышали о том, как участники обмена узнали, что их меняют, но мы не знаем о том, как их близкие об этом узнали. Как вы узнали о том, что Володю везут менять? В воскресенье на той неделе я была в Штатах, это же было лето. И я, наконец, была дома с детьми. И я свозила их на океан, потом мы вернулись домой, и я уже планировала август. Я думала, окей, за август мне надо успеть сделать все по дому и все с детьми, потому что в сентябре я опять уеду, и все, и меня не будет. И я должна всех подготовить к школе, я должна разобрать весь дом, должна все это вычистить, должна все привести в порядок. Вот все сделать за август. И главное, я смогу просто поболтаться с детьми. Мы сможем просто вот сидеть на веранде, пить чай, болтать, мы сможем кино смотреть. Ну, это, короче, я составляла планы. А потом, какое-то было число, 29, наверное, да, когда начали исчезать политзаключенные. Когда мы узнали, что Илья Яшина отправили на этап, а Ксению Фадееву отправили на этап. И было типа по 2-3 человека в день они начинали исчезать. А у нас же у всех первая какая реакция? Если кого-то без предупреждения, вот так вот просто отправляют на этап, если человек исчезает с радара, первый инстинкт начинает кричать, рассказывать об этом, привлекать внимание, потому что мало ли что могут с человеком сделать на этапе у нас в России. Я написала пост, что вот такие-то политзаключенные исчезли в неизвестном направлении. Потом во вторник появились еще новости о новых исчезнувших. И я опять сделала пост, что вот добавились еще такие. А потом я стала смотреть на фамилии, и я поняла, что что-то происходит. Иными словами, вас до этого никто не предупреждал? Нет, конечно. Я планировала свой август. И я поняла, что что-то происходит, а при этом мы были уверены, что Володя в Омске. Потому что в понедельник к нему ходил адвокат, его не пустили к Володе, сказали, что Володю отправили на какие-то медицинские процедуры в другое учреждение. Такое уже случалось раньше, поэтому мы сразу паниковать не стали. Во вторник ему сказали то же самое, и при этом сказали, что назначенное на среду судебное заседание состоится. Правда, предупредили, что могут быть проблемы с видеотехникой. Но моя свекровь и еще несколько наших друзей получили уведомление о том, что их письма доставлены в понедельник, вторник, доставлены адресату. То есть у нас было совершеннейшее ощущение, что Володя все еще в Омске находится.
И в среду я думала, что он все еще в Омске. Но, посмотрев на имена политзаключенных, которых отправили на этап, я подумала, что их не свозят куда-нибудь там в политическую колонию, что-то другое происходит. И я впервые за 2 с лишним года просто замолчала. Я не реагировала. То есть вы никуда не позвонили, ни у кого не попросили разъяснений? Я не реагировала на запросы журналистов, я боялась что-либо писать в соцсети, я молчала, потому что я ужасно боялась что-то испортить. Потому что я подумала, что, как оказалось, было верно, что этих людей, возможно, везут на какой-то обмен. И хотя у меня было совершеннейшее ощущение, что Володя все еще в Омске, я ужасно боялась испортить этот процесс, потому что я думала, что вот этих людей явно уже увезли, они уже на пути куда-то. Вот, и да, я впервые за 2,5 года замолчала. Но в среду вечером мне позвонили из Белого дома и сказали, что хотели бы пригласить меня с детьми в четверг с утра в 9 часов встретиться с президентом. Я, естественно, попросила каких-то разъяснений, на что получила ответ, что деталями со мной они поделиться не могут. Просто приезжайте к 9 утра в четверг. Как вы спали эту ночь? Я ее не спала, но я не спала вообще с воскресенья, с того момента, как начали пропадать политзаключенные, поэтому это была просто еще одна ночь бессонная. И в 9 часов утра в четверг мы с детьми приехали в Белый дом, где, собственно, увидели членов семей американских граждан, которых американцы пытались вытащить, Алсу, Эвана и Пола Уиллана. Тогда я поняла, что навряд ли нас бы позвали в Белый дом, чтобы поделиться с нами какими-то плохими новостями. А дальше мы еще 2 с лишним часа сидели в зале, там такой был комфортный зал ожидания, и мы сидели все вместе с членами семей они что-то знали? Причем было ужасно смешно, потому что из всех людей там присутствовавших, из всех членов семей, по-русски не говорила только сестра Пола Уиллана. И только постфактум я поняла, что мы ждали, и, собственно, сам президент Байден ждал самого обмена. То есть вот пока мы сидели и общались, вот эти 2,5 часа, мы ждали новостей о том, что обмен состоялся. А потом вышел из овального кабинета президент Байден и позвал нас к себе. А детям вы что сказали? Детям я сказала, что нас ждут в Белом доме, что есть определенный шанс, что, может быть, мы что-то узнаем о папе. Но я ничего конкретно не знаю, ничего не могу им обещать, но что мы поедем и посмотрим, что нам скажет президент. Я не могу себе представить, что дальше дети не начинают задавать миллион вопросов. Я это называю рубрикой «Когда мы приедем» и «Когда принесут». Катя, наши дети уже такие... Дрессированные. Если я говорю, что мне больше нечем с ними поделиться, значит, нечем поделиться, потому что мы всегда детям говорим правду. Просто когда Володя говорит по телефону Катюше, и она начинает плакать. Катя человек очень строгий. Такой. Я видела ее в слезах вот за все это время дважды. Один раз, когда мы узнали о том, что Володя арестован, а второй раз в Белом доме, когда она услышала папин голос. Что это же нечеловеческое испытание вообще для психики. Да, это чудовищно. Чудовищно, что этот режим наказывает не только тех людей, которые смело выступают против него, но он еще и преследует семьи. Мы же понимаем, что это все повторение советского режима в этой части, в части репрессий. Идеология
другая или ее нет, и там по-разному можно говорить об этом. Но в части репрессий, в части того, как и кого преследуют, и как наказывают, полное повторение. Дальше вы летите в Германию. Ой, дальше у нас было очень весело, потому что в Белом доме в тот первый раз с нами было только 2 детей, и со мной было только 2 детей из 3, потому что, опять же, мы ничего не знали. И Соня отдыхала со своей подружкой, она была на океане, в 7 часах езды от нас. И когда мне позвонили вечером в среду, я поняла, что я никак не могу сделать так, чтобы она оказалась дома к 9 часам утра в Белом доме. И еще я поняла, что у меня нету... Ее паспорт истек. То есть у Кати, Даненька и у меня паспорт действующий был, а у Соньки паспорт истек. Я думала, что я придумаю, как его продлить, потому что, в принципе, чтобы его продлить, в Америке нужно разрешение от обоих родителей. Я пыталась придумать, как я им могу. Разрешение от отца, в каком виде я могу его представить. Прийти туда, ссылки показать на статьи или что. Как я могу объяснить, где находится отец этого ребенка, который не может быть со мной на интервью, чтобы ребенку продлили паспорт. И тут я поняла, что нам надо лететь в Германию. И я никогда не прошу, я всегда все делаю по закону, по правилам. Тут я поняла, что по правилам я буду ждать еще несколько месяцев. Я просто сказала, мне нужен ребенку паспорт. Байдену? Не ему лично, да, но я попросила наших знакомых, я сказала, что нам нужен паспорт, потому что мне надо, чтобы Соня там была. Она опоздала на эту первую встречу, она опоздала на первый разговор с папой. Я не могу поехать в Германию без нее. И Соньке сделали паспорт очень быстро, за тот же самый день, в четверг. И поскольку нас много, еще нас целых 4 человека, посадить нас на рейс достаточно сложно, потому что сложно в последний момент найти 4 места в самолете, поэтому нам пришлось ждать до пятницы. Боже. И мы еще одну ночь не спали. Но в пятницу мы полетели во Франкфурт. Какие были первые слова, что он вам сказал? Ой, я не помню. Мы просто увидели друг друга. Дети к нему сразу ринулись, повисли на нем, как обезьянки. Я не верю, что это когда-нибудь случится. Вы плакали, не они? Все, если говорить честно. Я не считаю, что это есть что-то стыдное в том, когда мужчина плачет. Если это идет от сердца, если это причина, которая того заслуживает, мне не стыдно в этом признаться. Да, это был самый счастливый день в моей жизни. 3 августа 2024 года. Могу ответить конкретно по календарю. А этот запах, голос, ты же ничего не слышишь, не видишь 2 года. 2 года не видела, а до того 20 видела. Оно же все свое родное, оно никуда не девается. Но он, конечно, выглядел немножко страшновато. Потому что мы в тот же вечер сидели за столом, и Катя с Володей сидели рядом, напротив меня, через стол, рядом друг с другом. И Катя очень стройная 18-летняя девушка, и я смотрела на них, у них обхват рук одинаковый был. И Володя эта тончайшая какая-то шея, как у цыпленка, которая выглядывала из майки. И цвет лица, как эти стены. Это, конечно, немножечко было так страшновато, но поскольку я его видела в коме 2 с синими ногами, и поскольку я помню, как он учился ходить, в каком он виде был тогда, то я смотрела, думала, мы это мы поправим. Так что, а все остальное было свое родное, голос, все интонации, все шутки, договаривание фраз друг за другом. Как в любой нормальной, любящей семье. I was on that same list just 8 weeks ago, sitting in a 2x3 cell in solitary confinement in a maximum security prison in Siberia, and thinking that this was what the rest of my life was going to look like. I'm only here today because of you.
because of sustained efforts by good people in democratic nations, including so many people in this chamber, that have proven stronger than any dictatorship can ever hope to be. А вот видите, где Румыния, а следующий Сан-Марино, вот здесь должна быть Россия. Между Румынией и Сан-Марино. Но, видимо, они один убрали и просто подвинули их все сюда. А вы здесь были, когда снимали русский флаг? Я здесь был последний раз в январе 22-го, на последней сессии, когда была еще Россия. Когда снимали флаг, не было. Я как раз был в этот день в Аризоне и выступал там перед парламентом и сказал, вот это моя первая статья уголовная была, распространение заведомо ложных сведений и так далее. Причем эта речь, она как бы даже не особо как-то прозвучала, но Аризона все-таки, это захолустье и так далее. Это то, что в Ютубе фигурирует, как та самая речь Карамурзы в Это вот в тот же день, да. Today, the whole world sees what the Putin regime is doing to Ukraine. The cluster bombs on residential areas, the bombings of maternity wards and hospitals and schools, the war crimes. These are war crimes that are being committed by the dictatorial regime in the Kremlin against a nation in the middle of Europe. For the past 3 weeks, since the war against Ukraine has been started, thousands of Russians have been going onto the streets, literally every single day, to protest against what is happening, to protest against this crime that is being done, supposedly in our name. And according to the latest count by human rights groups, more than 15,000 arrests were made across Russia since February the 24th, the day of the aggression. В последнее время очень многие говорят о том, что в какой-то обозримой перспективе будет какое-то или перемирие, или соглашение, или каким-то образом будет какой-то способ завершить активную фазу, значит, боевых действий в агрессии путинской против Украины. Так вот, принципиально важно, чтобы обязательной частью любого такого соглашения было освобождение тех людей в России, которые сидят в тюрьме за то, что они выступили против этой войны, за то, что они отказались становиться молчаливыми соучастниками преступлений путинского режима, в данном случае против Украины. И поэтому невозможно никакое соглашение о прекращении этого конфликта без судьбы этих людей. Поэтому об этом я говорю всегда и буду говорить дальше. На Западе сейчас для того, чтобы быть в резонансе с мировыми лидерами, надо занимать очень четкую позицию по поводу наиболее вероятного или наилучшего исхода военной агрессии России против Украины. Вы при этом в заочной полемике с академиком Пивоваровым в интервью Максиму Курникову говорили о том, что при том, как вы уважаете Юрия Сергеевича Пивоварова, вы совершенно не согласны с тем, что он, как настоящий патриот, считает, что нужно желать поражения России. Вы, как христианин, против войны и считаете, что война должна быть остановлена. Я правильно поняла вашу мысль? Я, безусловно, считаю, что режим Путина должен потерпеть поражение в этой войне. Я это говорил с первого дня, я это говорил в своем последнем телевизионном интервью. Кажется, это был американский телеканал NBC, соответственно, 10 апреля 2022 года. 11-го меня арестовали там же, во дворе дома моего Замоскворечья. И я сказал тогда, и я повторяю сейчас, путинский режим должен проиграть войну в Украине. Во-первых, потому что эта война абсолютно несправедливая, абсолютно незаконная и преступная. А во-вторых, потому что в нашей стране толчком для позитивных изменений внутри страны, изменений в сторону большей свободы, большей демократизации, больше уважения к правам собственных граждан, служит проигранная, агрессивная война. Не зря Александр Александрович Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе» пишет: благословенны не победы в войнах, а поражения в них. Если мы посмотрим на нашу историю, то после с позором проигранной Крымской войны в середине XIX века наступил величайший период либеральных реформ в истории России при Александре II, когда было отменено крепостное право, введен суд присяжных, введено выборное местное самоуправление, введена университетская автономия и так далее, и так далее. После с позором проигранной русско-японской войны в начале XX века в России была введена конституционная монархия, был учрежден парламент, были учреждены политические партии, появилась свобода печати. И вот эти 12 лет между 5 и 17 годом, это с политической точки зрения вообще был золотой век, самый длинный период политической свободы в истории нашей страны. Ну и, конечно, конец 80-х, начало 90-х одним из самых значительных факторов в крушении советского режима
было, ну, если так говорить, в общем поражение в холодной войне, да, от коммунистической системы, но и очень наглядно унижение Советского Союза, сверхдержав, одной из двух мировых сверхдержав, в каком-то там, как казалось тогда, Афганистане, да, в далекой отсталой стране, как вы видели, члены Политбюро, а тем не менее вот ничего там не смогли сделать. И поэтому путинский режим, безусловно, должен проиграть войну в Украине в известном смысле и в очень серьезном. Путинский режим уже проиграл войну в Украине, потому что мы прекрасно помним цели, которые ставились Кремлем при ее начале. Киев за 5 дней, уничтожение Украины как суверенного, самостоятельного демократического государства. И то, и другое, ну, совершенно очевидным образом не случилось. И более того, впервые со времен Второй мировой Великой Отечественной войны сегодня иностранные войска находятся на настоящей международно признанной территории России, я имею в виду Курскую область. Это публичное унижение для любого диктатора, когда такое происходит, особенно если это сравнить с теми целями, которые ставились 2,5 года назад. Очень важно, чтобы Путин не только не выиграл эту войну, но и чтобы ему не позволили сохранить лицо при окончании этого конфликта. Это должен быть проигрыш, это должно быть поражение. Это важно не только для Украины и всей Европы, это важно и для России в том числе. Вы считаете, что Запад готов к таким жестким мерам и к таким по-прежнему серьезным мерам поддержки Украины? Проблема в том, как мне кажется, что на протяжении вот всей этой большой войны Запад вроде как поддерживал с одной стороны, а с другой стороны вот как бы на грани. Ну, чтобы только держались, но не больше. И мне кажется, поддержка, она часто была больше на словах, чем на деле. Здесь украинцам, безусловно, гораздо лучше судить, чем мне, и они на это больше права имеют. Я услышала сейчас термин, который звучит как «Ukraine fatigue». И это по-человечески понятно, потому что эта война, большая война в центре Европы, идет уже больше 2,5 лет. Эта усталость понятна. Но просто люди, которые говорят об этой усталости, они должны понять, что если Путину сейчас будет позволено выиграть эту войну, или даже сохранить лицо при ее окончании, это будет означать всего лишь, что там через год или полтора мы будем говорить о новой войне, о новом вторжении, о новой агрессии. Потому что этот человек и этот режим находятся у власти 25 лет. В этом году, с самых первых дней пребывания у власти, этот человек несет с собой кровь, смерть, войну, убийство. И мы знаем из истории, к чему приводит умиротворение диктаторов. Мы пытались кричать об этом с самых первых лет правления Путина. В то время, пока западные лидеры приглашали его на саммиты, значит, раскатывали перед ним красные ковровые дорожки, смотрели ему в глаза, заглядывали в душу, значит, объявляли ему перезагрузки и так далее, и так далее. Вот все это закончилось тем, что мы имеем сейчас. Крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. И это поразительно, что до сих пор звучат голоса в пользу дальнейшего умиротворения. Как можно Ну, я включать критикант авиарежим? Мне дети показали, смотри, как проще. Вот так вот делал. А, у тебя старый, Нет, наверное, не в телефон. этом дело. Надо купить у жене него новый телефон. Да, я ей уже об этом говорю, она говорит, некогда. У меня он вернулся, когда У него домой. тоже телефон, что Он говорит, арест. ты что, говорит, с тем же телефоном, с которым ты была, когда я садился? Я говорю, да. Ну, как-то вот так. То есть вы сейчас уже лучше с телефоном, чем Женя? Он всегда был лучше с телефоном, чем я. А У него мне был помогали перерыв. дети. 2,5 года я с бумажкой и с ручкой был, и то 1,5 часа в день. Но я помню, даже я у МБХ спрашивал, он-то вообще 10 лет. И потом, вы представляете, какие были телефоны, когда он садился и когда он вышел? Вот, он говорит, ничего, быстро, действительно быстро. К Вспоминается. хорошему быстро привыкаешь. Да, но меня немножечко, конечно, напрягает, что мой телефон вырубается каждые 15 минут, поэтому, наверное, придется выделить время еще на это. Чтобы новый купить. Чтобы поехать и найти новый телефон, потому что времени нету почистить зубы. Я, на самом деле, вот со всеми этими техническими вопросами, я сам не был уверен, как все это будет. Например, мой сокамерник, с которым еще в Москве сидели водники, а он уже не первый раз сидел, и он говорил, что я после первой тюрьмы очень, говорит, страшно за руль был садиться. Сел за руль, то что открытое пространство, все после камеры. Я тоже думал, как будет. А потом куда-то кого-то из детей надо было везти, ну что, просто сел и поехал, а куда деваться, когда нужно?
Вопрос. Значит, вот вас 2,5 года нет, вы встречаетесь, вы это время проводите здесь, и вы, в общем, вовлечены очень сильно в политическую жизнь и внутри России, и снаружи. И вам нужно объяснить Володе, а что вообще за эти 2,5 года здесь изменилось? Что вы говорите? У вас было очень немного времени. У нас Вообще практически не было времени. Да, практически не было времени. Но, во-первых, Володя в силу своего образования и в силу своего ума и аналитических способностей многие вещи умудрялся как-то схватывать из той обрезанной, урезанной какой-то информации, которую получал в тюрьме. Но, конечно, лакуны огромные есть все равно, потому что мы понимаем, что в СИН-письмо все проходит цензуру, что Володя пропустил все вот эти замечательные наши дискуссии. Да? Собственно, когда он приехал, я ему сказала, ну что, добро пожаловать в наш гадюшник. Я, знаете, как могу сказать, немного было, честно говоря, как бы позитивов в омской тюрьме, но тот факт, что полный детокс от соцсетей и компьютера 2,5 года, это прям вот я только сейчас действительно понимаю, когда все это обрушилось опять. Да. Как без этого хорошо. Ну, какой-то summary этих жизни соцсетей за 2,5 года вы, Володе, рассказали? Ну, в общих чертах, и он сидел напротив меня с выражением такого шока на лице, что это надо было видеть. Помимо как бы, ну, действительно просто шока от этой лавины информации, я должен сказать, что абсолютно по-другому все это воспринимается после тюрьмы. Потому что вот тюрьма, она действительно расставляет твои приоритеты. И ты понимаешь, что на самом деле важно, а что не имеет вообще никакого значения. На самом деле даже смешно смотреть, как люди вот действительно посвящают этому свое время, вкладывают в это эмоции, как-то серьезно об этом думают. Поверьте, когда ты сидишь в одиночке в Омске в ИПКТ и каждое утро в 5 утра шконку пристегиваешь к стене, вот это все, это вообще не имеет никакого значения. Вот у Буковского есть такая фраза, что нас уже никто никогда, сидевших, не сможет разделить там на какой-то левый лагерь или на правый лагерь, потому что мы все из одного концлагеря. И вот эта солидарность, она совершенно другая. Я это очень хорошо понимаю. И когда я, конечно, не очень часто сталкивался с политическими, пока сидел, потому что они разделяют. Ну, так понимаешь, в Омске вы вообще ни с кем не сталкивались? В Омске вообще ни с кем не сталкивался, то есть я просто живой души ни одной не видел. Да, Вот в «Семерке» сидел, ко мне приходили коты, да, это в «Семерке» было и К7 особого режима, как раз когда я был в ЕПКТ, там вот этот прогулочный дворик такой же, как и везде, маленький, 4 стены, и наверху металлическая решетка. И там, знаете, такой мостик есть, по которому надзиратель ходит туда-сюда, смотрит на тебя. И вот на этот мостик иногда приходили кошки, коты садились, и мы с ними разговаривали. Я большой кошатник вообще. То есть вы прям разговаривали с котом? Ну, это единственное, с кем я мог разговаривать, потому что иначе ты сидишь в 4 стенах каждый день с утра до вечера, и на самом деле, знаете, я никогда не мог понять, а я же много занимался темой политзаключенных и до ареста, почему, согласно правилам ООН, одиночное заключение на срок больше 15 дней официально считается пыткой, жестоким бесчеловечным обращением. Я не мог понять, потому что пока я сам через это не прошел, я думал, а что, наоборот, хорошо, сидишь один, никто тебя не трогает, никто тебе не мешает, пишешь, читаешь, делаешь, что хочешь. А на самом деле все немножко иначе. Ну, писать, во-первых, никто не дает, только на 1,5 часа тебе дадут бумажку и ручку, и ты должен вот в эти 1,5 часа впихнуть абсолютно все. Всю свою подготовку к судебным заседаниям, чтение писем, ответы на письма, там, ответы на вопросы журналистов, какие-то конспекты из книг. Вот все весь день, 1,5 часа, потом у тебя опять отбирают. И дальше ты просто сидишь, смотришь в стену. Но дело даже не в этом, а в том, что Аристотель писал, что люди – существа социальные, и нам общение друг с другом нужно точно так же, как там, не знаю, воздух, вода, пища и так далее. И когда ты вообще лишен возможности полностью с кем бы то ни было общаться, ну, крыша начинает ехать, я прям скажу откровенно. Ты начинаешь разговаривать со стенами, кричать на стены, не забывать имена, забывать слова. Ну, то есть это кошмар. Мне очень повезло в том смысле, что я знал очень многих советских диссидентов лично, которые через это прошли. Я все их книги читал, поэтому у меня было преимущество их совета. Попробуйте выучить новый язык, например, потому что таким образом ты занимаешь свой мозг чем-то конструктивным, чтобы вот не все время у тебя там крутилось одно и то же в голове. Ты занимаешь чем-то свое время, очень важно, потому что одна из самых страшных вещей в тюрьме, ты просто видишь, как вот твое время жизни, данное тебе Богом, оно просто уходит. Ты просто каждый день выкидываешь в мусор. Вот день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Просто ничего не происходит, а жизнь идет. А так у тебя каждый вечер есть ощущение, что что-то сделал полезное сегодня. Когда ты ложишься Какой язык вы выучили? спать. Испанский. Вау. Вот, я заказал через администрацию учебник.
МГИМОшный. Вот, и сидел, учил. И я, разумеется, не думал, что я когда-либо буду им пользоваться. Я просто делал, чтобы с ума не сойти. Ну, как выясняется, теперь по-испански могу говорить. Я думал, что... пристает ко всем испаноязычным На меня дети уже людям, кричат, да? перестань со всеми по-испански говорить. да. Потому что в Америке это же второй язык фактически, там все на нем говорят. Ко всем пристает и разговаривает. Вот, да и здесь тоже вот где-то в Париже был, да, на слушаниях. Да, Вот сейчас, да. в начале сентября, тоже на слушаниях ПАСЕ, испанский депутат вопрос задал, я ему ответил. Самому смешно было. И на потому что я встрече не с привык. русскоязычным сообществом это было ужасно смешно. Вдруг какой-то человек встал и по-французски задал вопрос и сказал, что вот он очень хорошо понимает нашу ситуацию, потому что он из Чили, значит, ну, как бы Уехал сослался от на... Пиночета. Да-да, сослался на историю своей страны, вот. И Володя говорит, говорит, так вы чилиец. И по-испански он стал отвечать А на вопрос. произношение как? Говорят, что нормально. Я не знаю, мне трудно судить. У него чудесный дар. Володька действительно очень талантлив к языкам, к акцентам. И я всегда вспоминаю, вот сейчас жалко, дети уже подрастают. И когда Данька был совсем маленький, наш младший, он ужасно любил «Паровозик Томас». Это книжка английская. И Володя читал ему по-английски, читал ему эти приключения Томаса. У него каждый из паровозиков говорил с каким-то своим отдельным акцентом. С севера Англии, с юга Англии, шотландец, ирландец. То есть это было потрясающе. Я приходила просто послушать. Я приходила, садилась где-нибудь рядышком, просто это слушала. Поэтому Испанский еще и по-испански... легкий, очень честно сказать. Он там в том смысле, что там как пишется, так и читается, таких мало языков. То есть в этом смысле не и как французский английский, не как помогает. французский. Я очень много, да, я французский знаю. Хорошо, вам надо было рассказать ему, что произошло здесь за 2,5 года в политической и социальной жизни, а вам надо было рассказать, что произошло с вами. Что вы сказали? Но мы все-таки переписывались как-никак. Конечно, очень аккуратно, потому что всем письмо понятно, что проходит цензуру. Ну, вот какой-то есть основная эмоция. Я очень устал, я очень соскучился, у меня есть силы, нет сил. А мы ничего еще не проговорили. Мы еще ничего не проговорили, мы сразу вот в это во все окунулись. если Это честно. на самом То деле... есть вы это- еще даже не поговорили между собой? Ну Вот. как, мы разговариваем, но это все так, Урывками так, какими-то урывками на бегу. На бегу, в самолете, в машине. Поэтому вот эту вот работу, вот это осознание того, что произошло, проработку этого всего, эмоциональной травмы, мы еще не провели. И дай бог, чтобы было какое-то время, чтобы это сделать. Но пока... Поэтому я и не могу сформулировать, как я себя чувствую. Я не знаю. Я тоже как фильм, надо сказать. Я не думал, что я когда-нибудь что-нибудь еще вот из этого. Я думал, вот эти четыре стены этой камеры. Причем мне абсолютно откровенно сказала начальство там в Омске тюремное, что такой был, что называется, разговор просто по-человечески. То есть не Вот. можно по-человечески? Можно, да, конечно. И вообще, кстати, это вот тоже вопрос многие задают, есть ли там нормальные люди. Так вот, может быть, удивляет мой ответ, но там в основном нормальные, как бы самые обычные люди. И это страшно, с другой стороны, потому что вот любая диктатура, любой тоталитарный режим, он же не на каких-то отъявленных там негодяях держится, а он как раз держится вот на простых обычных людях, которые каждый день приходят на работу к 9 утра. Собственно, за все вот 2,5 года, что я сидел, я могу назвать только 2 вот настоящих отъявленных садистов. Настоящих, но только 2. Вот один это был судья Подопригоров, который мне выписал 25 лет, а второй Ремнев, такой начальник как раз вот ИК-7, особого режима в Омске, который мне не просто запретил позвонить Жене на 20 лет нашей свадьбы, не просто запретил звонить старшей дочке на совершеннолетие, а он лично пришел ко мне в камеру, и он получал физическое наслаждение, когда он мне это запретил. Это вообще, чтобы начальник в камеру пришел к заключенному, он удовольствие от этого получал. Ну вот 2 было за 2,5 года. А так как бы нормальные обычные люди. И да, я понимаю, что это смешно. Вот. Это больно. И в частности, вот один из начальников в Омске, в тюрьме ВК-6, он откровенно так сказал: Владимир Владимирович, ну вы же понимаете, что сколько вы будете сидеть вот так. Мы вас к людям никогда не выпустим. Вот они мне сказали откровенно. Поэтому, довольно тяжело, конечно, не буду врать, каждое утро просыпаться в смысле, что вот весь остаток твоей жизни он будет вот такой. То есть просто 4 стены, решетка, как бы, и все. И, то есть ты даже на улице не можешь выйти, ты 2 шага не можешь пройти, ты поздороваться ни с кем не можешь. Также Алексей Навальный сидел вот в такой же одиночке, такой же ПКТ, без звонков родным. А умирать в тюрьме страшно. Умирать вообще страшно. Умирать вообще страшно, да. Знаете, может быть, сейчас это страшно прозвучит то, что я скажу, но вот когда меня тогда в 3 часа ночи разбудили, 28 июля этого года, и сказали: у вас 10 минут
встать и собраться. И я был уверен, что ведут на расстрел. Я вам честно скажу, я облегчение испытал. Потому что я христианин, я не боюсь смерти. Я понимаю, что смерть – это не конец, что это просто переход. А вот жить так всю оставшуюся жизнь, вот так просыпаться в 5 утра и ходить кругом в этой маленькой камере в 4 стенах, не иметь возможности даже услышать голоса своих любимых людей в трубке телефона, не говоря о том, чтобы когда-либо их увидеть, вот это действительно страшно. Вот это врагу не пожелаешь. Один из первых людей, с кем вы созвонились после освобождения, Михаил Ходорковский, вы называли его своим другом в разных интервью. А вскоре после обмена случился скандал, который теперь называют метким словом «Невзлингейт», связанный с тем, что по информации ФБК господин Невзлин заказал избиение и покушение на жизнь активистов ФБК. Они это расследовали, у них есть все доказательства. Они отправляли в том числе и Ходорковскому, и его структурам эти доказательства, но это не было опубликовано, не было передано огласке. Ходорковский заявил, что все материалы были отправлены правоохранительным органам тех стран, где были получены сигналы. Вы ни разу не комментировали эту историю? Потому что я не считаю возможным комментировать то, в чем я не могу быть уверен. Я, когда впервые прочитал эти обвинения, я был, разумеется, шокирован, как любой нормальный человек, потому что обвинения абсолютно чудовищные. Ни один нормальный человек себе такого представить не может. Но мы знаем, что все эти преступления, а это именно преступления, все те нападения, которые были совершены, они были совершены в странах, где, во-первых, есть демократическая форма правления, а во-вторых, что в данном случае даже важнее, есть настоящая правовая система, независимое правосудие, работающие правоохранительные органы и так далее. Я убежден в том, что правоохранительные органы соответствующих стран, прежде всего это Польша и Литва, страны Европейского Союза, смогут установить истину, смогут найти реальных виновных в организации этих преступлений до тех пор, пока эта истина не установлена, до тех пор, пока обстоятельства не расследованы. Было бы просто некорректно и неправильно мне лично с какими-то там спекулятивными собственными мнениями выступать. Понимаете, в чем разница? Когда, например, независимые журналистские расследования, блестящие абсолютно независимые журналистские расследования, проведенные Bellingcat, инсайдером, в сотрудничестве с другими средствами массовой информации, выявили участников отравления Алексея Навального, участников 2 моих отравлений, участников слежки за Борисом Немцовым перед его убийством. Это все, что у нас было, поскольку в России нет ни правосудия, ни правоохранительных органов, ничего нет. И поэтому в России это все, что у нас есть. Это вот эти независимые журналистские расследования. Мы сейчас говорим о преступлениях, совершенных в странах, где существует правовая система. И поэтому в данном случае должно произойти настоящее полноценное расследование на государственном уровне. Понимаете, вот как сказал Христо Грозев, участник всех этих независимых журналистских расследований, я прочитал его интервью, подробное, большое, обстоятельное по поводу того расследования, о котором вы говорите. И ключевая для меня фраза в этом интервью была то, что в отсутствии самих этих гаджетов физических, самих телефонов, мы не можем подтвердить метаданные, мы не можем установить точно и окончательно. Это его фраза была. Насколько я понимаю, буквально из сообщений последних нескольких дней, телефоны либо уже переданы, либо в ближайшее время будут переданы для анализа в следственные органы демократических государств. У меня нет никаких сомнений, что они смогут установить истину. А вы же знакомы с Невзлиным? Да, конечно, я его знаю много лет. Вы друзья? Я не знаю, насколько корректно называть это дружбой, у нас большая разница в возрасте, но мы с ним работали, например, вместе по документальному фильму, который для меня очень важен. Фильм «Обязанность не молчать», который я снял несколько лет назад. Фильм о совершенно замечательном, потрясающем, очень светлом человеке, отце Георгия Эдельштейне. Этот фильм стал возможным благодаря поддержке Леонида Невзлина. Мы с ним работали по темам, связанным с поддержкой политических заключенных, очень важная для меня тема. Он дружил с своим отцом, вот это я могу сказать, это, наверное, корректно так будет охарактеризовать. Поэтому, да, я его знаю лично, и еще раз говорю, когда я прочитал эти обвинения, я был просто шокирован, потому что это абсолютно чудовищно, и я не знаю, какой еще, кроме шока, может быть реакция любого нормального человека. Но опять же говорю, давайте все-таки подождем. А вы с ним обсуждали это? Нет. Вы ему не позвонили? И не виделся. Почему не позвонили?
потому что я вообще, честно сказать, еще мало кому успел позвонить. Я понимаю, что уже прошла пару месяцев освобождения, но жизнь такая безумная. Я каждое утро, когда просыпаюсь, я сначала должен вспомнить, где я нахожусь вообще, в какой стране. И это не в фигуре речи, а в прямом смысле этого слова. Поэтому, на самом деле, очень много людей, с которыми я еще и не звонил, не виделся, в том числе и родственники, в том числе и близкие мне люди. Тут нет какой-то специальной причины. А с Ходорковским обсуждали? Мы с ним виделись, не только созвонились, мы с ним виделись на конференции, были вместе в Праге. Потому что это же не категория там верю, не верю, да, это еще и категория личных отношений, когда ты задаешь человеку в лоб вопрос, и он тебе прямо отвечает, ну, если у тебя есть такая возможность. Михаил Ходорковский сказал мне то же самое, что он потом повторил публично, поэтому я не думаю, что это нарушает какой-то этикет, если я это вам скажу. Он сказал, что он, вот как вы говорите, посмотрел в глаза Леониду Невзину, с которым вот они очень близкие друзья, очень много лет. И что у него по итогам этого разговора и взгляда в глаза сложилась уверенность, что эти обвинения не соответствуют действительности. Это то, что он сказал мне. Так или иначе, чудовищные обвинения привели к целому каскаду политических разоблачений и каскаду очередных политических претензий в среде российской оппозиции. И складывается ощущение, что никакого единства в этой оппозиции нет и быть не может. У вас, который пропустил предыдущие 2,5 года, какое по этому поводу чувство? Пребывание в тюрьме, конечно, очень сильно меняет восприятие и расставляет на место приоритеты. То есть ты начинаешь видеть, что действительно важно, что действительно имеет значение, а что является какой-то абсолютной ерундой. Я, честно скажу, я с изумлением каким-то смотрю на все эти споры, которые ведутся с такими эмоциями, с таким ожесточением, с такими какими-то взаимными претензиями. А споры вообще ни о чем. Я сейчас вот не про эту тему говорю, да, которую вы последнюю подняли. Эта тема совсем даже о чем, да. Да, я и говорю не про это. Я говорю про все вот эти так называемые дискуссии, которые я, к счастью, в данном случае пропустил последние 2,5 года. Иногда какие-то там отголоски долетали через там, письма, еще как-то. А сейчас я имею возможность как бы уже и сам это все посмотреть. Подавляющее большинство, опять же, я не про эту тему говорю, да, здесь, безусловно, речь идет о реальных преступлениях, которые должны быть расследованы, их виновники должны быть наказаны в соответствии с законом. Здесь не может быть никакой другой позиции. Еще нет высказывания закона, а политические последствия уже есть. Но это, мне кажется, тоже не очень правильно. Как могут быть последствия без того, чтобы установить сначала какие-то факты? То есть правильная позиция, на ваш взгляд, была бы подождать? Правильная позиция, та, которую я занимаю сам, это дать правоохранительным следственным органам демократических стран с нормальной независимой правовой системой, да, сделать свою работу. Это первое. Ну и уж совсем, мне кажется, некорректным каким-то образом пытаться публично бросить тень на репутацию людей, которые даже по данным этого журналистского расследования ни малейшего отношения к этому не имеют. Но я говорю прежде всего о самом Михаиле Ходорковском, которого там называют через каждую фразу, при том, что его там нету вообще нигде. Но это то, что называется, знаете, по ассоциации, что ли, пытаться как-то тень набросить, что там он с человеком дружит. Ну, знаете, слушайте, это вообще несерьезно. Так и можно очень далеко зайти. И через несколько шагов так можно, я не знаю, большой круг людей в это дело вовлечь, которые вообще никакого отношения по определению к этому не имели. То есть конфликт Марии Певчих и Михаила Ходорковского – это не конфликт эпох и не политическая борьба, по-вашему? А что тогда? Мне сложно, как правда. Вот я помимо того, что 2,5 года этого всего вообще пропустил, я сейчас живу в таком абсолютно безумном ритме, когда я каждую неделю там в 3-4 разных странах нахожусь. Мне просто, честно скажу, некогда смотреть даже все эти соцсети, все эти там какие-то фильмы, читать какие-то статьи. У меня вот последние пару недель в среднем рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 10 вечера. Коллегам уже сказал, что если с Нового года немножко не устаканится график, я обратно в Омск уезжаю, потому что там спокойнее был. 8-часовой сон, точно по расписанию, много свободного времени и так далее. Нет, это, конечно, неудачная шутка, но график действительно безумный. Поэтому я абсолютно не лукавлю, я не пытаюсь уйти от вашего вопроса. Я просто говорю, что я многие эти вещи просто не вижу, не читаю, поскольку нет на это времени. А еще потому что все вот эти бесконечные дискуссии в соцсетях, ну правда, когда ты сидишь в одиночке в колонии особого режима в Сибири, это все настолько неважно, что просто не хочется даже на это тратить ни время, ни эмоции, ни нервы. Vous nous rassurez. Merci beaucoup. Et en Europe et aux États-Unis, ce n'est pas si simple, mais on espère vraiment. Non, tout va être bien. Et nous sommes vraiment très honorés de vous rencontrer. Merci. C'est gentil. Merci. Rien appartient aux démocraties.
Non, pas du Cachemon. Protégez-vous. Faites honneur aux Français, vous parlez très bien le français. C'est toujours un très grand plaisir de parler cette belle langue. La langue d'amour. Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. А это правда, что когда приходила ваш адвокат Маша Эйсмонт, и вам нужно было срочно переговорить о чем-то важном, вы говорили по-французски? Это правда, потому что мы сидели через стекло с телефонными трубками, и понятно, что администрация все слушала, что мы говорим. И да, если нужно было сказать что-то быстрое и важное, говорили по-французски, потому что, им надо переводчика найти, найдут, но все-таки какое-то время пройдет. Понятно, что в ФСБ вряд ли сидят франкоязычные переводчики и слушают в реальном времени. Но это же абсурд. Это Россия 21 века. Омская колония считается одной из самых страшных в России, и внутри этой Омской колонии вы были в ПКТ. Что такое ПКТ? ПКТ – это помещение камерного типа, если формально расшифровать, или ЕПКТ – единое помещение камерного типа, никакой разницы нет, все то же самое. Это то, что в мемуарной литературе называется крытой внутрилагерной тюрьмой. Это вот как вот такого размера или вот такого размера? У меня разные были. Я был в 3 разных ПКТ или ЕПКТ в Омске. Размер камеры, где-то было 2 на 3 метра, где-то там 4 на 5, чуть побольше. Но в целом это такое небольшое помещение, 4 стены. Окно? Одно окно под потолком с металлической решеткой, естественно. Такое большое? Нет, небольшое, довольно маленькое. Сверху там через нее не видно ничего. Свет даже особо не проходит. Металлические решетки. Шконка прикрепляется к стене. Как в поезде? Да. А матрас? Матрас выдают перед отбоем, забирают после подъема. Вот. И весь день ты можешь только либо сидеть на такой маленьком таком табурете, который торчит из стены, вот, либо ты просто ходишь вот так по камере кругом. 2 двери входные, вот, и между ними внутренняя с решеткой металлической и наружная просто металлическая обычная. И 2 кормушки, соответственно, до отверстия, когда тебе еду протягивают, там, или письма приносят, или документы, ты вот так еще должен рукой тянуться. Там. Это как особо опасных преступников содержит. Там же в камере. Туалет загорожен, но в самой камере, значит, постоянно работают 2 видеокамеры под потолком. У всех сотрудников, у всех надзирателей постоянно включенные видеорегистраторы. То есть это отдельная, на самом деле, вещь, от которой нужно психологически отключиться, но чтобы просто параноиком не стать. То есть ты постоянно 24 часа в сутки ты находишься, значит, под постоянным видеонаблюдением. ШИЗО и ПКТ на самом деле никакой разницы нет. Это та же самая камера физически. То есть когда там, мне адвокаты приходили и говорили, вот там, значит, вот в СМИ прошла информация, что вас перевели там, из ШИЗО в ПКТ или из ПКТ в ШИЗО, мы просто с ними смеялись, потому что меня никуда не переводили, я все время находился в одной и той же камере. Просто когда менялся статус, и это становилось ПКТ, мне приносили тумбочку и торжественно ставили, в которой мне класть было нечего, что в ШИЗО, что в ПКТ. У тебя никаких вещей с собой нету вообще. То есть все, что можно иметь с собой в камере, это 2 полотенца, тапочки, зубную щетку, кружку, мыло и 1 книгу, если это ШИЗО, и 2 книги, если это ПКТ. Поэтому тумбочка просто торжественно стояла пустая. Но я в зубную щетку в нее клал, чтобы хотя бы я понял, что теперь у меня есть тумбочка. Когда меня переводили в кавычках с ПКТ в ШИЗО, обратно просто выносили эту тумбочку. Ну и еще меняются там в распорядке дня кое-какие вещи. Например, в ШИЗО прогулка час в день только, а в ПКТ 1,5. А прогулка где? Прогулка громкое очень слово. Это просто, значит, внутренний закрытый дворик, по сути, такого же примерно размера, как камера, но может чуть побольше, может 5 на 7 метров. Те же 4 стены, ты точно так же ходишь по нему кругом, только единственное, что вместо потолка металлические решетки, и там небо немножко видно. Иногда, если повезет, если солнце светит, можно там в угол куда-нибудь встать так, чтобы попасть под солнечные лучи. Но меня обычно рано утром выводили на прогулку, солнца еще не было никакого. В Сибири вообще, можно сказать, солнце позже. Вы в одном из писем Евгения Альбац говорили о том, что если вдруг вам, там, Бог даст, оказаться на свободе, вы хотели бы начать вот с той точки, с которой вы закончили, то есть с Парижа, с Женей, и поехать дальше. Вот вы сейчас были в Париже. Что вы там делали? А у меня там день рождения, так получилось. Да. Был. Существенный прогресс не могу не отметить с прошлого года. В прошлый день рождения я отмечал в карцере Самарской пересыльной тюрьмы.
абсолютно один, крошечное помещение, там 2 на 3 метра, 4 стены. Первый мой день рождения был в жизни, когда там, я уже не молчу про то, что никто не поздравил, даже никто не поздоровался, потому что я просто сидел целый день один. Вот. А это было в 23-м году. В 24-м с любимой женщиной в Париже гораздо лучше было. И это вот первый, на самом деле, был день за долгое время, когда позволили себе просто ничего не делать и не работать. То есть даже телефона не взяли? Ну, взяли, потому что дети, да, то есть без телефона не пускали. Но на рабочие звонки, сообщения не отвечали вообще. И были опять на Монмартре, там же, где были в апреле 22-го. И на кораблике покатались. Да. Просто ходили по городу и разговаривали. И даже в том кафе рядом с оперой, где были. Да, и мы как-то на него случайно также вышли, не имели в виду оказаться в том районе, но оказались. Просто ходили целый день по городу без планов, вообще не строили никаких планов. С утра проснулись, надели кроссовки и пошли, и ходили до самого вечера. Вот этот тоже конкретный день просто провели вдвоем. Это счастье? Да. Конечно, счастье. Конечно, счастье. Сильно Женя изменилась за то время, пока вы ее не видели? Гораздо увереннее стала и жестче. Вот это я замечаю. Какая-то уверенность стальная прям, которую я чувствую. Ну, потому что иначе эту стену невозможно было пробить. А я не представляю, сколько стен пришлось пробить за 2,5 года. То есть, я как бы представляю в общем в отношении других каких-то ситуаций, но вот здесь я не могу даже представить. Целеустремленность такая. Раньше такого не было? Всегда была, но степень совсем другая. И вот, знаете, я в этом смысле очень счастливый человек, потому что вот какой бы ад я там ни переживал, сам, да, в отношении себя самого, а вот у меня ни за семью, ни за мою работу, ни за мое дело никогда ни одного беспокойства не было, потому что я знал, что все тоже в хороших руках, а в руках гораздо более надежных, чем мои. И это счастье, вот это настоящее счастье. Знаете, я вот когда у меня были мысли, что вот если я все-таки выйду когда-нибудь, если все-таки Бог даст выйти, и вот мы опять встретимся, увидимся, как вот этот контакт восстановить? Вот мы за 2,5 года 1 раз поговорили по телефону с Женей, 2 раза с детьми. И с детьми был последний звонок в декабре, в прошлом декабре на 23-го года, 15 минут на 3 детей. Вот. Это правда, что вы стояли с секундомером и замеряли по 5 минут? Вот в этот момент я испытывала такую ярость, что меня лучше было даже не трогать, потому что я бы, наверное, взорвалась. Я испытывала жуткую ярость. Потому что тут я стояла с секундомером рядом с ребенком, которому было выдано 5 минут на разговор с папой. Впервые за больше, чем полгода. А мы говорим о детях, которым 12, 15 и 18. Как можно папе любимому рассказать, что у тебя произошло в жизни за полгода, за 5 минут? Как? Что можно такого сказать папе за 5 минут, чтобы папа услышал, как мы его любим, как мы его ждем? И я понимала, что вот 5 минут заканчивается, я должна забрать телефон, причем забрать быстро, чтобы отдать другому ребенку, чтобы у всех было по эти 5 минут. Потому что не погромко вы все вместе разговаривали? Нет. Это вы решили, что каждый будет индивидуально говорить? Потому что я знала, как им важно, чтобы вот эти 5 минут иметь с папой 1 на 1. А себя вы лишили этих 5 минут? Потому что 15 минут разделить на 4 – это уже совсем плохо. А так хотя бы… Вот. Да, поэтому я взяла трубку, я сказала, я тебя очень люблю, вот тебе. Вы персонально Путина ненавидите? Я очень люблю цитату из Элеоноры Рузвельт, которая сравнила женщину с чайным пакетиком. Никогда не знаешь, насколько она крепкая, пока не бросишь ее в горячую воду. Вот это про нас. Про женщин, которых довели, да, вот как Маргарита. Стала ведьмой. От любви стала ведьмой. От горя и бедствий, посетивших меня. Я понимаю, но потому что она любила человека настолько, что она стала ведьмой. Ненависть – это, наверное, немножко не то чувство. Я же понимаю, что виноват не только Путин. Я понимаю, что последовательная государственная политика, которая расчеловечивала людей. Вот этот договор, что вы не лезьте в политику и можете там ездить отдыхать,
В западные страны можете покупать себе машины, дачи, квартиры и так далее. Можете иметь более-менее какой-то приемлемый уровень жизни. Вот эта же целая система работала на то, чтобы людей довести до такого состояния, в котором они сейчас находятся, да, то, чтобы довести общество российское до такого состояния, в котором оно сейчас находится. Вот эту систему я ненавижу. А это не только Путин. Это и все вот эти винтики-шурупчики, которые помогали ему это делать. И тут дело даже не в ненависти. Я хочу справедливости, да. Я хочу увидеть людей, виновных в совершении военных преступлений, в совершении преступлений против россиян. Я хочу увидеть их на скамье подсудимых. Я не хочу, чтобы Путин умер. Нет, пусть живет. Пусть живет. Потому что увидеть его на скамье подсудимых важно не только людям, которые все прекрасно про него понимали все эти годы и боролись с ним как могли. Это будет важно и той части российского общества, которой нужно будет открыть глаза в какой-то момент и понять, частью чего они являлись, приняв вот этот вот договор. Я желаю справедливости, я желаю видеть их в тюрьме. Для меня это исключительно важный фактор, без которого я не вижу будущего нашей страны. А ненависть это такое какое-то человеческое. Я мало кого я думаю, что я никого вот так вот не ненавижу. Просто Путин — это как олицетворение зла. Это как вот коллективное зло, засунутое в одного человека. Вот он является его носителем, распространителем. Он как чума, как раковая опухоль, которая сидит в центре Европы, и метастазы расползаются в разные стороны. Это вызывает у меня ярость. Вот эту ярость я стараюсь как-то в нужное русло направлять. Женя, что вы испытывали, когда вы смотрели первую пресс-конференцию после обмена, где в числе других бывших на тот момент уже политзаключенных Яшина, Пивоварова сидит ваш муж, и все они в один голос говорят, что они, в общем, не хотели обмена, они хотят вернуться? Мне кажется, что это немножечко все-таки это несколько передергивание того, что они говорили, потому что... Как и многого другого, чего говорили, я добавлю. То, что они хотят вернуться, это я понимаю. И огромное количество россиян, которые вынуждены были бежать от репрессий, хотят вернуться. Тут же имеется в виду не вернуться в путинскую Россию, а имеется в виду вернуться, восстанавливать страну, вернуться... То есть не вернуться в тюрьму. Это очень важное уточнение, потому что я понимаю, что когда ты сидишь 2,5 года в одиночной камере, словарный твой набор и вообще способность говорить вслух сокращается, и способность донести ту мысль, которая у тебя есть, она не та, ее нужно восстанавливать. Но звучало это именно как «верните нас обратно в тюрьму». Там знаете, какая мысль была? Это то, что нас из страны вышвырнули, в прямом смысле этого слова. Нас никто не спрашивал ни на каком этапе. Знаете, вот когда нас альфовцы везли уже в Анкару самолетом, у меня просто в голове была вот эта фраза из книжки Буковского «Возвращается ветер», когда он вспоминает свой обмен в декабре 1976 года, когда его везли те же альфовцы в Цюрих. И он там пишет: «Веселое у нас государство. Не посадить по закону не могут, не выпустить». Я, например, отказался писать прошение о помиловании Путину. Также отказался Олег Орлов, также отказался Илья Яшин, также отказался Вадим Останин, бывший координатор штаба Навального в Барнауле. Нас все равно помиловали, принудительно, незаконно. Ну и, наконец, для того, чтобы пересечь границу, вообще-то нужно иметь загранпаспорт. У меня лично его нет, у меня он истек, пока я сидел в тюрьме. Новый никто не выдал. То есть вы бы видели лицо этого немецкого пограничника в Бонне, когда я ему дал свой внутренний паспорт российский, где вот там штамп ЗАГСа стоит, прописка моя, где ни одного слова латинским алфавитом не написано. И вот мы так въехали в Германию. Поэтому вот это была мысль, которую мы все хотели донести, что, опять же, словами Буковского, не посадить по закону не мог, не выпустить.
А то, что мы хотим вернуться, а как-то, может быть, еще иначе. Россия – это дом, Москва – это дом. Ну, вы же сейчас не поедете? Сейчас я не имею права поехать, потому что понятно, что немедленно по возвращении любого из нас тут же арестуют. И это закроет на обозримую перспективу вообще тему подобных обменов. А нам нужно вытаскивать людей, которые сидят, которые умирают там, которых убивают. Потому что огромная волна критики была в адрес правительства Германии за этот обмен, за то, что они отдали этого убийцу путинского, этого ФСБшника, так называемого Красика. Он, конечно, никакой не Красиков, но тоже альфовцы наши в самолете сидели, что он же понимает, что никакой не Красиков, очередной паспорт просто. Ну, неважно, известен как Красиков. И очень сильно критикуют немцев, правительство Германии за то, что они его отдали. Так а представьте теперь, если кто-нибудь из 16 обменников тогда вернется и сядет обратно. То есть эту тему обмена закроют вообще просто на несколько лет. То, что, скажем, ну, так хотя бы они могут отвечать и отвечают, и правильно делают, что ну, вообще-то за этого Красикова 16 человеческих жизней спасли. Я вам так скажу, я не буду называть имен, потому что я не имею на это никакого права. Но вот в числе 16 человек были люди, которые вот в прямом смысле слова собирались буквально вот на днях обратно. И мы уговаривали, убеждали, в том числе и мы с Ильей Яшиным, что нельзя этого делать вот именно по этой причине. Яшин вообще в полном ужасе. Он даже заявление писал уже, когда мы в автобусе ехали во Внуково, что я отказываюсь со ссылкой на 61-ю статью Конституции. Это никого не волнует. Нужен был этот Красиков, все что угодно за него сделать. Поэтому речь не про сейчас. Речь про восстанавливать страну после всего. Это уже сейчас абсолютно понятно, что путинский режим оставит Россию в состоянии выжженного поля. Уничтожено будет все, уже все уничтожено, а будет вот к моменту, когда они все-таки сойдут с политической сцены, не останется вообще ничего. Уничтожены все государственные институты, уничтожена будет экономика, уничтожены будут международные связи. И самое главное, самое дорогое, уничтожена будет репутация. Понимаете, моральный капитал. Сейчас России во всем мире детей пугают. И вот это восстанавливать придется очень долго. Мы знаем примеры в истории, когда после таких чудовищных преступлений, которые совершались теми или иными государствами, они восстанавливали потом и репутацию, и свое место в мире. Но это будет очень не быстро, это будет очень непросто. И это работа, которую всем нам предстоит делать после того, как этот режим закончится. Поэтому я не сомневаюсь в том, что я вернусь. Буковский через 15 лет вернулся после обмена в 91 году. Сейчас все гораздо быстрее. А вы думаете, что обмены все еще возможны? Я лично буду делать все для того, чтобы они не только продолжались, но продолжались в самое ближайшее время. Это то, я не думаю, что я тут какие-то тайны раскрою, как бы нарушу чем-то протокол. Это тема, с которой я начинал свои разговоры с Байденом, с Шольцем, с Макроном, со Стуббом, президентом Финляндии, со Стармером, британским премьером. Это та тема, с которой я начинаю каждый разговор с людьми такого уровня, потому что это то, что можно сделать уже сейчас. И это же на самом деле не обмены, это немножко даже, ложный термин в данном случае, это спасение жизней. Я всегда говорю не только о российских, но и о белорусских политзаключенных. Потому что в Европе осталось 2 диктатуры. Вот здесь, понимаете, 2 флагов не хватает европейских стран перед этим зданием. Потому что в Европе по-прежнему в 21 веке остаются 2 диктатуры. Полномасштабные, настоящие, страшные. Россия Путина и Белоруссия Лукашенко. И людей нужно спасать в прямом смысле слова. И я буду делать все для того, чтобы эти обмены продолжались и продолжались в самое ближайшее время. Когда вы осознали, когда до вас дошла цифра 25? Да, я честно скажу, я не уверен, что до сих пор я осознал, потому что это как бы цифра, которая не очень вмещается в голову. Ровно год назад, осенью 23 года, когда меня везли из Москвы в Омск этапом, приехали уже из Самарской пересыльной тюрьмы уже на вокзал, чтобы дальше на восток. И я, конечно, все равно сидел в отсеке, закрытый отдельно в воронке, но друг с другом переговаривались заключенные, и конвой не мешал. Незлобный такой был. И все начали, даже кто сидел в этих разных отсеках, все начали знакомиться. То есть тут ты называешь, там, как тебя зовут, статьи и срок. Вот. Ну и там Иванов, такие-то статьи, 7 лет. Петров, такие-то статьи, 6 лет и так далее. Ну, нашла очередь до меня. Я говорю, Кара-Мурза, такие-то статьи. 25 лет. Вдруг тишина в воронке абсолютная. И вдруг какой-то человек из соседнего отсека спрашивает, а ты что, людей ел? Вот. И я говорю, да нет. Я говорю, против Путина выступил, против войны.
Я на самом деле не раз встречал людей, у которых сроки за убийство 8 лет, 9, 11, за убийство. У меня мои 25 лет – это за 5 публичных выступлений. Это у меня в приговоре. Значит, 2 выступления против войны в Украине, 2 против политических репрессий и политических убийств в России и 1 касающееся нелегитимности обнуления сроков Путина. Кстати, очень удобно по их же обвинениям следить за тем, какие темы действительно чувствительны для режима. Ну и, понятно, негласное обвинение над всем этим закон Магнитского. Я помню, когда в день приговора, 17 апреля 2023 года, меня конвой, значит, уже отводил обратно вниз, там, в подвальное помещение в Московском городском суде, где все эти конвойные такие отсеки, где держат арестантов. А там у них лестница отдельная. Арестанты выводят через заднюю дверь и ведут в конвойное помещение вниз. И начальник конвоя МВДшного, когда меня вели, значит, он так на меня смотрит, говорит: а тебе что, реально сейчас дали 25 лет за 5 выступлений? Я говорю: ну да. Он меня смотрит, говорит: ну, надеюсь, хоть неплохо выступил. Я говорю: ну, это у них надо спросить. Когда вы спрашиваете, когда я это осознал. Я не уверен, что это можно осознать. И, знаете, там все, вот в этом процессе, там было все так поставлено, что, ну, там Кафка с Орвеллом просто, что называется, нервно курили бы в сторонке. Это на этом процессе прокурор сказал, что вы враг и вы должны сидеть? Формально это называется прения. И это была обвинительная речь прокурора. И, значит, он там что-то свое говорил. И закончил он эту речь тем, что он так стоял. Впереди была 3 судей, 3. Тоже красиво, правда? И он всю свою речь по бумажке читал, прокурор. А тут он так эффектно, значит, бумажку положил, обратился к судьям, вот так показал на меня пальцем и сказал: перед вами враг, который должен быть наказан. И сел. И мы с Машей Эйсман так переглянулись. Потому что я честно скажу, даже после всего, что я видел, ну, все равно, видимо, вот способность удивляться еще как бы у меня присутствует. Потому что, ну, это прям совсем уже 30-е годы. Это не 70-е, это 30-е. У меня много вообще на суде было именно от сталинских времен. Ну, начиная с приговора. Таких приговоров не было после смерти Сталина ни разу. 3. 25. Сталинский четвертак. Последний раз это было в начале 50-х годов. Самый долгий срок из диссидентов уже брежневского времени был у Анатолия Щеранского. 13 лет ему дали. Тоже изменник Родины, как и я. Мы с ним, кстати, переписывались. Он мне писал в тюрьму. Я ему отвечал как изменник. А 25 это сталинские четвертаки. Это оттуда. Ну, то есть все специально поставили под Абригорова председательствующим судебной коллегии. Результат понятно, что не он определял. Да? Результат как бы дал какой угодно судья. То, что мы знаем, что приговор пишут не в судах, а в совсем другом месте. Но процесс-то зависит все равно от судьи. Да? И вот, например, вот судья Суворов, который Леше дал 19 лет, точно так же вот ему прислали приговор, он его утвердил. Но он это как бы у него ничего личного, что называется, да, не было. То есть вот я же был у Алексея, я был свидетелем защиты. Вот мы с ним последний раз общались, вот чуть больше года назад, получается, летом 23-го года. То есть вас свозили из ваших Нет, все по зон? видео. Все по видео. У него суд, во-первых, был в зоне. То есть это был вообще беспрецедентный случай, когда человека судили внутри зоны. Угу. А я тогда был еще в Воднике, в Москве, СИЗО-5, и меня вывели просто в комнату видеосвязи и подключили. То есть я сидел в клетке в этой своей. Вот, кстати, тоже совершенно это изумительное правило. То есть когда ты сидишь в тюрьме, в запертом помещении, и тебя еще и внутрь в клетку сажают, запирают, и потом подключают по видеосвязи. То есть практического смысла здесь нет, просто кроме того, чтобы человек сидел вот, ну, как в зоопарке, находился в это время. А у них суд шел, это была колония в Владимирской области. Я помню, когда подключили эту видеосвязь, абсолютно фантасмагоричное какое-то впечатление. Помните, у Кафки в процессе, там его судят там, на чердаке какого-то жилого дома. Угу. Там какие-то люди с бородами стоят. Да. Ну, вот эта сцена. Вот примерно так же выглядело. Какой-то спортзал или как актовый зал в школе. Я не знаю, на стене прикреплен там чуть ли не гвоздем, значит, двуглавый орел, флаг стоит. Какой-то стол вроде школьной парты. За ним сидит судья в мантии. Значит, внизу в этом... А у вас там телевизор, что ли, маленький стоит? Как вы это видите? Да, у меня телевизор и камера. То есть я их вижу, и они меня видят. Вот. И там внизу, значит, вдоль стены стол такой тоже длинный, куча людей в черных масках вокруг. И за столом сидит Алексей Навальный, сидит Даниэль Холодный, который его
подельник, как говорится. И мой, кстати, сосед, бывший посизоводник, мы с ним вместе на спецблоке там сидели в здании. И не раз ездили в Московский городской суд вместе, тоже в Воронках. И адвокаты, 3 из которых сейчас сидят в тюрьме. И вот этот судья Суворов, он как бы... Ну, мы просто пообщались, по большому счету, с Лешей. Минут 20 мы говорили. Вот последний раз мы с ним так поговорили. И он не мешал вообще. То есть там, ну да, понятно, что какие-то вопросы-ответы были. Но кроме этого просто, знаете, как тюремный скайп арестанты называют, когда можно просто пообщаться. А о чем вы говорили? Ну, вспоминали что-то, впечатлениями делились. По делу тоже говорили, но по делу какому? Сами понимаете, какое там уголовное дело. Его уголовное дело, так называемое, просто это была его легальная политическая деятельность. Митинги какие-то вспоминали. Выборы мэра Москвы в 2013 году, президентскую кампанию в 2018 году. Просто говорили, просто пообщались. Мы недавно вот виделись с Олей Михайловой в Париже. Адвокатом с его Алексея адвокатом, Навального. да. Она говорит, у меня какое чувство было. Я просто хотела, чтобы он с друзьями пообщался последний раз. И поэтому там были свидетелями защиты. Вот Илья Яшин был, вот я был Дмитрий Муратов. То есть вот просто была возможность поговорить. Вот мы последний раз разговаривали. И вот этот Суворов, он не мешал. То есть приговор уже был написан, срок уже был определен, как бы это все понятно. Но у него ничего личного не было. А опыт у Пригорова было личное. И понятно, что эти 25 лет мне бы выписал кто угодно, какой угодно судья. Но Сергей Геннадьевич Подопригоров сделал все для того, чтобы каждая минута этого судебного процесса была для меня персональным адом. То есть он не дал мне закончить ни одну фразу, при том, что там никого не было в суде. То есть это не имело практического смысла, меня все равно никто не слышал. Но он постоянно прерывал, он хамил, он кричал на адвокатов. Он хамил свидетелям моим, затыкал им рот, включая Дмитрия Андреевича Муратова, лауреата Нобелевской премии мира. Он ему тоже не дал закончить ни одной фразы. Он не дал нам приобщить стороне защиты ни одного документа в ходе процесса. И на подготовку к прениям он нам с Марией Эйсмонт, моим адвокатом, дал час. Обычно это делается, там, условно говоря, вот заканчивается один этап в судебном процессе, и судья говорит, ну там такого-то числа, условно говоря, через неделю будут прения, готовьтесь. Он нам дал час. Он сказал, через час прения, до свидания. И вот я сидел в этой клетке в суде, Маша сидела рядом, и мы там каждый что-то там, значит, ручкой на бумажках что-то пытались написать. И он физическое наслаждение из этого получал. То есть у него это было личное. Вот. Ну, а 25 лет, понятно, что было написано в другом месте, но я честно скажу, мне адвокаты говорили, что будет 24, потому что в Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрены, ну, что называется, смягчающие обстоятельства. Да? И у меня 3 несовершеннолетних детей на тот момент было. И, как мне объяснили адвокаты, в таком случае, в принципе, невозможно дать максимальный срок. 25 – это максимальное, что разрешено по российскому законодательству. Поэтому, когда я услышал эти 25, 17 апреля, ну, у меня в голове вот эти строки были из романа «Овод», когда он пишет там: «Свою часть работы я выполнил, а мой приговор лишь подтверждение того, что она была выполнена удовлетворительно». Когда-то «Мемориал» выпускал книжку, называлась «На папины письма». Это письма, написанные мужчинами из зоны, из ГУЛАГа, и они не просто адресованы детям, а в них чувствуется, что это те письма, которые после смерти своих отцов дети будут читать. То есть они адресованы еще и будущему. Когда вы писали свои письма детям, вы держали в голове, что, возможно, это и есть то, что вы им оставите? Ну, конечно. Только я никогда это не писал. Как такое ребенку можно написать? Нет. Но я каждое утро просыпался в тюрьме с мыслью о том, что я свою семью никогда больше не увижу. Безусловно. Потому что, ну, я знал, что времени не очень много осталось. А они открыто об этом говорили. А я все время повторяла детям, что я привезу папу домой. И я это говорила, думая о том, что я не могу обмануть их доверие, что я должна вернуть отца 3-й раз. Это уже моя миссия в жизни. Возвращать его, чтобы он мог продолжить свою работу. Но Женя говорит, что все, 3 компьютерные жизни у меня сгорели, 2 отравления, тюрьма в Сибири. Все, Мне кажется, мы достаточно. заканчиваем. Мне кажется, для одного человека вполне достаточно. А если бы у вас не получилось, как бы вы себе объяснили, ради чего? Знаете, когда возникло диссидентское движение в нашей стране, там на рубеже 50-х, 60-х годов, оно ведь как возникло?
после вот той очень там осторожной, неполной, мягко скажем, да, реабилитации, которая прошла и после разоблачения преступлений сталинизма, после 20-го съезда, даже маленькая капелька приоткрылась, но тем не менее этой капельки было достаточно для того, чтобы люди ужаснулись просто. И стали приходить молодые люди к своим родителям и спрашивать: а вы-то где были, когда вот это все происходило? Вот когда воронки по утрам ездили, когда людей увозили невиновных, когда вот все это было, вы-то где? Как вы могли допустить это? И поколение родителей отворачивались и говорили, что не знали. Такое время было, сынок. Совершенно верно. А вот мне важно было, чтобы у моих детей таких вопросов не возникало. Потому что обязательно настанет время, когда все это откроется. И те, кто сейчас не видит или не хотят видеть, что происходит, это будет все обязательно. Ну вот у меня все время вопрос, это личное счастье. Жизнь все-таки одна. Во что бы мы ни верили потом, но жизнь вот такая, как сейчас, она одна. И сопоставима ли эта цена за гордость задним числом, за возможность перемен, такое обычное семейное, личное счастье, простая обязанность быть дома папой? Это то, чем я занимаюсь всю жизнь. Так, я в этом 25 лет. Вот не фигура речи, а в прямом смысле. Я пришел работать к Борису Ильичу Немцову в ноябре 99-го года. Вот этой осенью ровно 25 лет, как я этим занимаюсь. Я верю в то, что делаю. Это не работа какая-то, я не знаю. Это моя жизнь. Это то... Ну и это что же ваша жизнь? Дети, что же ваша жизнь? Конечно. И это вот то, о чем в свое время писал Борис Акунин, что у каждого человека есть два мира. Большой мир и малый мир. Большой мир – это религия, работа, миссия, вот профессия, все что угодно, вот то, что мы делаем, как бы, да, глобально. А малый мир – это самые близкие люди наши, да, там семья, жена, дети. И они в равной степени важны для человека. В равной степени жизнь невозможна ни без одного мира, ни без другого. И самое страшное, что может случиться, это если вот возникает какое-то противоречие. Ну, получается, что нужно принести в жертву маленький мир, чтобы спасти большой. Знаете, я это делаю для своих детей тоже. Я хочу, чтобы у них была возможность жить нормально в России, в свободной, в цивилизованной, в современной стране. Не вот в том, во что превратили эти люди, которые 25 лет сидят в Кремле. Поэтому здесь, на самом деле, совпадают большой и малый мир в определенном смысле. Но в таком практическом каждодневном, о котором вы спрашиваете, да, это действительно самое страшное. Да, у меня было каждый день чувство, что я свою семью предал. Да, оно было. Я писал об этом в письмах. Женя спорила каждый раз, говорила: нет, нет, нет. Ну, как ты чувствуешь, ты же не можешь это поменять. Но я просто не мог иначе, правда, Катя, это не фигура речи, это не для красного словца. Я не мог иначе, потому что, ну как, я всю жизнь считал, что если ты просто молчишь, когда вот вокруг происходит зло, то ты тоже соучастник. А я не мог быть соучастником вот этого. Это просто даже ни на одну секунду мысль такая не возникала. В том числе потому, что я хотел своим детям иметь возможность смотреть в глаза. Женя, а вы как считаете, то другого стоит? Ведь не молчать, речь же не о том, чтобы молчать или покрывать преступления, а речь о том, чтобы не быть на самом острие. А куда острее-то? Когда государство, российское государство развязало совершенно чудовищную войну посреди Европы в 21 веке. Куда острее, когда сотни и сотни политзаключенных? Куда острее? Я себе этот вопрос о том, стоит оно того, не стоит оно того, как я честно говорю, что каждый раз, когда я уезжаю из дома, мне плакать хочется. Это совершенно честно. Но при этом, то есть я себе этот вопрос, естественно, задаю все время. И при всей боли того, что я ощущаю, что я пропускаю жизнь своих детей, что я не там, когда Володю арестовали, я собрала чемоданы и уехала, нашему сыну было 10 лет. Совсем маленький мальчишка еще. И у него случались панические атаки впервые в жизни.
которых он не узнавал, он не знал, что это такое. Ему было страшно. И я помню, как, например, был звонок от медсестры школьной. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, поговорить с сыном. И она мне дает Даньку, и я слышу, что он вот так вот дышит, и вот, то есть он вообще не может, вообще, ему не за что схватиться. Я бегу с одной встречи на другую в парламент, я бегу на каблуках по Лондону и с телефоном. И я говорю, Данюш, давай, сейчас будем дышать. Я говорю, давай, глубокий вдох, вдыхаешь через нос, выдыхаешь через рот, вдыхаешь через нос, выдыхаешь через рот. Положи лапку на сердце, жди, когда сердце успокоится. И вот я бегу, и мы с ним дышим и разговариваем. И я говорю, давай, говорю, что-нибудь найди. Зеленое, нашел? Теперь найди что-нибудь синее, нашел? Теперь давай что-нибудь желтое, что-нибудь коричневое, красное. И вот мы так с ним разговариваем, и я слышу, что он успокаивается, он нормально начинает говорить, он нормально начинает дышать. Я говорю, Даник, это была паническая атака, ничего страшного, все в порядке. Если ты себя начинаешь чувствовать так же, начинай дышать, начинай, вот за что-то цепляйся. За что-то цепляйся, за птичку, за какой-нибудь, не знаю, за какой-то рисунок, возьми что-нибудь нарисуй. Или начинай вот какие-то цвета вокруг себя искать. Цепляйся за реальность, за мир. Держи себя в нем. И вот мы с ним говорим, он успокаивается постепенно. И вы заходите на следующую встречу. Я вешаю трубку. И у меня буквально 5 минут, чтобы прорыдаться в углу парламента, прежде чем я зайду, а потом привести себя в порядок, вот так вот сделать и зайти на следующую встречу. Кем вы себя чувствуете в этот момент? Предательницей, что отбросила своих детей, и что отец в тюрьме, дети в Вирджинии, а я непонятно где, я не понимаю что. Поэтому, естественно, я задаю себе такие вопросы о том, стоит ли оно того и чем я жертвую. И, наверное, самое лучшее объяснение, которое я для себя нашла так, чтобы я как бы могла дальше быть мамой во всех этих обстоятельствах. Мы в этом живем уже много лет. Когда Володю первый раз отравили, старшей нашей было 9. А когда его арестовали, младшему было 10. Я понимаю, что вот безопасность моего маленького мира зависит от мира большого. Потому что вот пока этот режим будет существовать, режим, который уничтожает жизни и в прямом, и в переносном смысле, мой маленький мир никогда не будет в безопасности. Всегда будет приходить кто-то, кто будет пытаться отравить, убить, нас разорвать на части просто и раскидать по всему миру. И если я хочу, чтобы мой маленький мир когда-то был в безопасности, я должна бороться за безопасность этого большого мира. Я должна сделать все для того, чтобы вот эти люди, которые сегодня у власти в России, перестали находиться у власти и понесли наказание за все свои преступления. Только тогда я буду знать, что мои дети в безопасности, что мой любимый человек в безопасности. Потому что и в безопасности будет и большой этот мир. А то, что касается еще детей, это важный тоже для меня момент, хотя от этого тоже разрывается сердце. Я пытаюсь даже сейчас составлять свое расписание так, чтобы если есть какое-то важное событие детское, например, дни рождения, я не пропустила ни одного дня рождения за вот это время. То есть хотя бы вот быть хотя бы в этот день, обнять ребенка, поцеловать, я должна была. Или какое-нибудь важное событие в их жизни, какое-нибудь соревнование, выступление. Вот чтобы нужно, чтобы мама сидела и делала «ух!». Вот. Я старалась быть в эти дни. Но, конечно, были события, которые я пропускала. И каждый раз, когда я извинялась и говорила, что ну вот, простите меня, пожалуйста, вот я не смогу быть,
И они смотрели на меня и говорили: мам, все в порядке, езжай. Мы знаем, что ты делаешь. Даже не волнуйся, езжай. Я знаю, как им было больно внутри. Что не будет ни папы, ни мамы в этот момент. То, что они в свои годы, да, умели переступить через свои какие-то желания, да, умели пожертвовать вот своим ощущением. Своей радостью. Да, иметь папу, маму в зале, когда что-то важное происходит. Умели переступить через это и посмотреть на большую картину, увидеть этот большой мир и понять, что каждый из нас может быть участником этого процесса, может влиять на то, что будет происходить в будущем. Для меня это очень-очень ценно. И мне кажется, что это и пример папы, который не считает для себя возможным молчать перед лицом зла. Может быть, в чем-то я очень надеюсь, что в чем-то может быть мой пример того, что если ты борешься за что-то, ты можешь, несмотря на весь ужас и кошмар, ты можешь добиться результата. Не сдаваться ни в коем случае. И смотреть в лицо опасности смело. Потому что по-другому нельзя, потому что по-другому тебя затопчут, потому что по-другому этот монстр тебя съест. И прятаться, уходить от этого, это значит просто оттянуть момент того, как этот монстр тебя настигнет. Проще стать лицом к лицу. У меня всегда так было. Мне было проще в школе подраться с хулиганом разок, чтобы он понял, что меня трогать не надо, чем каждый раз вот понемножечку отступать и понемножечку сдаваться. Вы когда-нибудь видели, как она дерется? В прямом смысле нет, а в переносном я благодаря этому сейчас сижу перед вами здесь все последние 2,5 года. Как то, что вот вы сейчас спрашиваете, это вообще самое тяжелое из всего. Вот это поэтому так трудно говорить. Мне несколько месяцев назад написал один политзаключенный, вот система ФСИН письмо, она всем хороша, кроме того, что она между тюрьмами напрямую не работает. Поэтому, когда мы друг с другом переписываемся, то это значит, ты кому-то пишешь и проще переслать. И вот так была такая связь. И мне в начале года, по-моему, зимой написал один политзаключенный, тоже семейный человек, тоже у которого дети. Вот, и он такую фразу написал. Страшно совершенно звучит. Я завидую холостым и бессемейным, потому что им настолько легче. И я понимаю, что он имел в виду, потому что это самое тяжелое. Вот я с этой мыслью просыпался каждое утро. О том, что я бросил, о том, что я предал. Каждое утро. Вот все 2,5 года. Дня не было, что я об этом не думал. Все остальное можно пережить вообще без каких-либо проблем. А вот с этим жить невозможно. Единственное, что я могу сказать, и вот это абсолютно искренне, по-другому просто невозможно было. И я писал, я помню, я Жене писал много раз. Детям самим я никогда такое не писал, но Жене я писал, что если мы с детьми больше никогда не увидимся, я хочу верить, что они вырастут и поймут, почему иначе было невозможно. Потому что иначе действительно было невозможно. Потому что я не только отец и муж, но я еще и политик. И я не считал возможным для себя к чему-то призывать своих сограждан, если я сам не разделял те же риски. Это просто невозможно. Потому что у них у всех тоже есть семьи, у них у всех тоже есть жены или мужья, дети. И как я могу призывать людей идти бороться с этим режимом, если я это не делаю сам? Это правда, что вместе с вами приговор получала группировка таганских, и когда вы вошли в автозак, у них были сроки поменьше, и они встали и уважительно... 40 вы правильно начали, но вообще сроки, конечно. У них приговора, правда, не было, и до сих пор еще нет. Их просто постоянно возят на заседания. Ну да, это вот та самая таганская ОПГ, про которую я в детстве читал в газетах. Вот, я в 90-е ребенком еще был. Сейчас, наверное, даже, может, уже из молодежи мало кто про них знает. А для меня это такое какое-то, очень известное словосочетание. И я с ними несколько раз, на самом деле, приходилось в одних воронках ездить на суд. И в день своего приговора, это было 17 апреля 2023 года, да, когда я получил свой сталинский четвертак, когда меня конвоиры вечером уже заводили в Воронок, чтобы вернуть в СИЗО, то да, действительно, зашел в помещение Воронка, и они все встали. Встали? Да. И самое главное, что я от них узнал, вот от этих самых таганских, что у меня на оглашение приговора пришли
26 послов. Не представителей посольств, а именно конкретно послов. Он мне об этом сказал, там один из таганских. А он откуда Я знает? говорю, вот, я тот же вопрос ему задал, я говорю, ты откуда знаешь? Он говорит, а наш судья, Суворов, между прочим, это тот, который Алексею Навальному дал 19 лет, вот его последний приговор, тот же самый судья, осудил таганских. Он говорит, что перед нашим, значит, перед их процессом этот судья Суворов входит с таким озадаченным лицом. И да, говорит, это 25 лет, это, конечно, сильно. То есть даже судья был как бы впечатлен этим приговором. И вот он им сказал, что говорит, и первый раз такое, говорит, я вижу, чтобы на какой-либо, значит, приговор она приехала 26 послов. Я из них никого не видел, потому что у меня весь процесс проходил полностью за закрытыми дверьми. А оглашение приговора и по российским, и по международным нормам, оно не может быть закрытым. То есть даже если весь процесс был закрытым, то на оглашение приговора все равно должны пускать слушателей. Так они это сделали в лучших, в кавычках, традициях процессов советских диссидентов. Они заранее заполнили зал там, стажерами, какими-то своими сотрудниками. А все люди, которые реально пришли меня поддержать, то есть вот все эти послы, там огромное количество журналистов, мои друзья, знакомые, родственники, отец Алексей Уминский, да, и многие другие, просто их взял, не пустили и сказали, что мест больше нет. Поэтому я никого этих послов не видел. Я впервые узнал о том, что было 26 послов, значит, от членов таганской организованной преступной группировки, с которыми мы ехали вместе в Воронке. А потом уже на следующий день я услышал по телевизору в камере, что послов США, Великобритании и Канады вызвали в МИД для того, чтобы вручить им ноту протеста в связи, значит, с вмешательством во внутренние дела России. Я 2+2 сложил, конечно, потому что это было через день после приговора. И потом мне действительно сказали, да, что их вызвали в МИД на Смоленскую площадь, чтобы заявить, значит, протест по поводу того, что они говорили на ступенях суда, Московского городского суда после приговора моего. Одна из важнейших причин, по которым вас преследуют российские власти, это то, что вы соавтор первого санкционного списка Магнитского. И вы, в общем, соавтор многих других санкционных списков. Но пока вас не было, эти санкционные списки стали действовать немного как раковая опухоль, но не на тех, против кого они были изначально направлены. И в итоге получается, что люди, вовлеченные в российскую власть, люди, облеченные государственными деньгами, как жили, так и живут достаточно вольготно. А обычные люди, например, ваша адвокат Маша Эйсмонт, которая не может приехать на какую-то конференцию в одну из стран Балтии, просто потому, что у нее русский паспорт, ее туда не пускают. И оказывается, что вот эти вот антироссийские санкции действуют скорее на обычных россиян, а не на тех, против кого они были направлены. Будете ли вы каким-то образом давать этим санкциям обратную силу? Это действительно тема, которая мне очень близка. Меня за это дважды травили, и один раз дали 20-летний приговор. Считаю эту тему очень важной, потому что для меня абсолютно неприемлемая ситуация, которая складывается на протяжении многих лет путинского правления, когда те самые люди, которые уничтожили вообще базовые принципы демократического общества в нашей стране, почему-то приезжают вот сюда, на Запад, и пользуются благами и привилегиями этого самого демократического общества, лично для себя, там, для своих семей и так далее. Это ведь не только лицемерно с их стороны, но ведь это еще и поощрение, потакание, называйте как хотите, подобного поведения со стороны Запада. То есть, пожалуйста, как бы нам не важно, как эти деньги вы получили. Да, пожалуйста, приезжайте. Знаете, я никогда не забуду, например, свой разговор с одним из членов британской парламентской делегации. Это было начало 2016 года в Москве. У нас была встреча за завтраком в резиденции британского посла, знаете, прямо напротив Кремля. И я как раз, значит, начал говорить о том, как важно именно в Англии по понятным причинам принять закон Магнитского и ввести эти санкции, чтобы вот этим людям, которые так любят воровать в России, а тратить на Западе, чтобы им перекрыть вот эти банковские счета, визы и так далее. И до этого был очень такой вежливый разговор, англичане все-таки, традиции и так далее. Но вот в этот момент разговор перестал быть вежливым, потому что этот депутат, буквально на меня накинулся, я даже другого слова подобрать не смогу. И он стал кричать, что как вы смеете вообще нам предлагать такие вещи? Почему это мы должны отказываться от миллионных доходов лондонского Сити, я дословно говорю, из-за каких-то там прав человека. Вот. И понимаете, это было начало 2016 года. Это еще года не прошло с тех пор, как убили Бориса Немцова, а эта резиденция британская, она всего в нескольких стах метрах от этого моста. А я вообще еще еле сидеть мог со своей палкой, потому что это было через несколько месяцев после моего отравления, я еще не ходить толком не мог, ничего. И вот я сидел,
и слушал английского депутата, который мне рассказывал про многомиллионные доходы лондонского Сити. Я вам честно скажу, как мне нечего было ему ответить. И вот с таким мы сталкивались очень много. И когда мы с Борисом Немцовым начинали эту работу по продвижению персональных санкций по закону Магнитского, это был 2010 год, уже почти 15 лет назад, нам все просто крутили у виска и говорили, что никогда у вас это не получится, потому что слишком сильные интересы, слишком сильные в том числе и финансовые какие-то связи и так далее. Но мы этого добились, они это сделали. И реакцию Кремля мы видим. При всем их показном антизападничестве они очень боятся потерять свой доступ ко всем своим западным авуарам. И весь принцип закона Магнитского – это фраза, которую Борис Немцов очень часто повторял на наших с ним встречах, что очень важно, что эти санкции носят адресный, персональный характер, что они направлены против тех людей, которых действительно заслуживают. И фраза, которую он говорил всегда – страну не трогайте, негодяев наказывайте. И это принцип, на самом деле, абсолютно гениальный. Это же почему закон Магнитского был таким революционным в свое время. Потому что до этого всегда санкции сразу вводились против всех вообще без разбора. Какой была поправка Джексона-Вейника, которую мы отменили, приняв закон Магнитского, это же был размен. Она ввела тотальные санкции вообще против всей торговли. А закон Магнитского персональный. То есть вот конкретный человек сделал эту вещь, санкции, значит, нет виз, больше нет банковских счетов и так далее. И понятно, что это бледная тень настоящей ответственности. Если ты убил кого-то, у тебя должно быть наказанием за это не то, что тебе счет закрыли или лишили визы, но это хотя бы какая-то ответственность, хотя бы в той форме, в которой мы можем сейчас это сделать. Но подождите, теперь закон Магнитского разросся на всех людей с российским паспортом за рубежом. После начала полномасштабной войны в 1922 году, после начала крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой, который устроил господин Путин, понятно, что санкции уже не могут быть только индивидуальными, только персональными. Понятно, что нужны санкции, которые будут направлены против военной машины. Нужны санкции, которые должны быть направлены против военной экономики. То есть санкции, целью которых должно стать затруднить, а в лучшем случае сделать невозможным для режима Путина продолжать эту войну. И вот за те несколько недель, что я нахожусь на свободе, опять же, восполняет информационный вакуум, я вижу очень много проблем с тем, как этот санкционный механизм функционирует сейчас. И эти проблемы находятся на двух разных полюсах. С одной стороны, я вижу, насколько неадекватно применение этих санкций в отношении людей, которых, безусловно, заслуживают. Несколько самых свежих примеров. Сын господина Артикова, который является первым заместителем главы корпорации Ростех, который вообще-то, на секундочку, поставляет 80% всех вооружений российской армии в Украине. Значит, его сын свозил свою девушку в Милан. Хорошая такая поездка была на уикенд. Это как вообще возможно? У жены заместителя министра обороны Российской Федерации в то время, когда идет война в Украине, есть квартира в Париже, и она в ней живет. Внучатая племянница господина Путина, лично самого, свободно ездит по всему Евросоюзу. И он просто зияющие дыры в этом санкционном механизме. Он просто не выполняется так, как он выполняться должен. И отдельная тема – это продолжающиеся до сих пор, как ни странно вообще об этом говорить, спустя 2,5 года, продолжающиеся поставки западных военных технологий вооруженным силам Российской Федерации. В обход, так. В обход, конечно, через третьи лица, да, через сторонних поставщиков. Но, извините, для этого существуют правила проверки конечного потребителя и так далее. Это все существует десятилетиями. Вопрос только в наличии или отсутствии политической воли, чтобы это контролировать. И я недавно прочитал в официальном докладе одного из крупнейших мозговых центров Европейского Союза, что вот сейчас, осенью 2024 года, до 30% всех военных технологий, которые российская армия использует в Украине, имеют западное, либо от западных союзников типа Тайваня происхождение. Это, я не знаю, в голову кому война, а кому деньги заработать? Я считаю абсолютно неприемлемым в 21 веке в странах, которые являются демократическими, которые имеют независимое правосудие, которые имеют настоящую правовую систему. Я считаю недопустимым в таких странах дискриминацию по принципу гражданства. Знаете, вот мы сейчас с вами находимся в самом сердце Совета Европы. Вот видите, там даже написано, это 75 лет в этом году исполняется эта организация. В 1950 году была подписана Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Базовый документ, который защищает права и свободы жителей нашего континента. В этой конвенции есть 14-я статья, до сих пор, надеюсь, тут ее никто не отменял.
где прямо запрещена дискриминация по принципу цвета кожи, религии, национальности и гражданства. И понимаете, когда я вижу, что с одной стороны в российской ракете, которая 8 июля ударила по детской больнице в Киеве, были микрочипы западного производства, а с другой стороны, когда я вижу, что там правозащитников, адвокатов, которые защищают российских политзаключенных или украинских военнопленных, когда, я не знаю, сотрудников мемориала не пускают вот ни в какие страны Евросоюза или во многие страны Евросоюза, только потому, что у них российский паспорт, только потому, что являются гражданами России. Но я прошу прощения, но это абсолютно неприемлемо. Это значит, что этот санкционный механизм должен быть откалиброван таким образом, чтобы он действительно бил по путинскому режиму, по путинской военной машине, по путинской военной экономике, по всем тем, кто действительно несет ответственность за эту страшную войну. Но чтобы не было ситуации, когда человек оказывается в состоянии таком, что он не может никуда поехать, ничего сделать, я не знаю, пересечь границу, только потому, что у него в кармане российский паспорт. Если кого-то не устраивают эти слова, но я очень извиняюсь, но, знаете, я привык всю жизнь говорить то, что я думаю. Я не боялся это говорить в России, в том числе и сидя в клетке Московского городского суда. И я точно не буду бояться какой-то критики в Твиттере. Я считаю, что это неприемлемо в 21 веке, в демократических странах, дискриминировать людей только потому, что они говорят на русском языке или потому, что они имеют российский паспорт. И я с этим, да, буду бороться. А с другой стороны, я точно так же буду бороться с тем, что через все эти левые и серые схемы до сих пор мы видим огромное количество военной техники западного происхождения, которую Путин использует в Украине. И огромное количество русских природных ресурсов на Западе. Ну и до сих пор некоторые страны Евросоюза покупают газ. Мы же видим, да, как бы якобы есть эмбарго, но мы видим, что оно далеко не полное, скажем так. А как вы это объясняете себе? Вы знаете, это лучше всех объяснил много лет назад Владимир Константинович Буковский, который вскоре после его обмена написал, что, к большому сожалению, для очень многих западных политиков возможность поджарить свой утренний бекон на советском газе гораздо важнее каких-то там прав человека. Вот, к сожалению, полвека спустя, поменяйте слово «советский» на слово «российский», не поменялось ничего. То есть справедливости и прав человека, по большому счету, нигде так и нету. Нет, они, конечно, есть. И вообще весь наш мир еще держится только на том, что помимо вот этих людей, которые любят жарить бекон на российском газе, есть люди принципиальные, в том числе очень много и в этом здании. Есть люди, которые готовы отстаивать эти принципы, которые готовы защищать права и свободу, для которых права человека не менее важны, чем бекон. И знаете, если бы таких людей не было, я бы сейчас... закона Магнитского. Это само собой. Потому что были люди, которые всячески за него топили, что называется, типа Борис Ефимович Немцова, Володя. Но были же и люди в этих западных странах, которые говорили: да, вы правы, нам этот закон нужен. Нам важно, что происходит у вас в стране. Нам важно стоять с вами рядом и как бы показывать солидарность и привлекать к ответственности преступников. Вот только на таких людях, может быть, их и меньше математически, но это же не вопрос арифметики, да, как Сахаров говорил про диссидентское движение. Да, это же не вопрос арифметики. Вот весь мир только на таких людях и держится. И я могу сказать просто вот в очень конкретном смысле, если бы таких людей не было, я бы сейчас здесь перед вами не стоял. Я бы сидел по-прежнему в своей одиночке в Омске, потому что, вытащили бы просто свои граждане, все. Нет, настояли при подготовке этого обмена, настояли. Женя настояла. Это само собой. Я только маленький кусочек Без пазла, нее бы не было Катя. вообще ничего. Но настояли те, кто принимает эти решения, что этот обмен не состоится, если там не будет российских политических заключенных. Это ответ на ваш вопрос, есть ли еще люди принципа. То есть это было условие западных лидеров? Безусловно. Я просто могла делать, что от меня зависит, а от меня зависело мало. Я не принимаю решения. Я могу только ездить и убеждать, и объяснять, и рассказывать, и называть фамилии, и требовать. Скажем так, ты тоже не скромничай, потому что вся эта публичная кампания, она сделала для этих западных правительств невозможным не поставить это условие. Потому что если бы никто про нас не говорил, если бы наши все имена не звучали постоянно вот в этой трибуне, в Совете Европы, в Американском конгрессе, во всех парламентах по всему миру. Знаете, вот не зря Ирвин Котлер, бывший министр юстиции Канады, который в свое время был адвокатом у Нельсона Манделы, у Анатолия Щеранского, у Андрея Дмитриевича Сахарова, он в свое время написал такую фразу, что самый страшный кошмар для политзаключенного – это быть забытым. Потому что когда о политзаключенных забывают,
Ну и все, как бы тема уходит полностью. И первая и главная причина того, что вот я сейчас стою перед вами, что все, кто был в этом обмене, сейчас на свободе, главная причина в том, что о нас не позволили забыть. И общественное мнение, в том числе, благодаря моей жене, в первую очередь, было создано таким образом за эти последние годы, что невозможно было для западных правительств не настоять на том, чтобы в этом обмене были российские политзаключенные. Но в конечном итоге, разумеется, решение все равно было за ними. И они на этом настояли. Вы сейчас понимаете, когда вам Буковский, помните, сказал: хороший ты парень, Володя, нужно тебе в тюрьме посидеть 2 или 2,5 года. Как в воду глядел. Да, вот прям, Пару лет, говорит, или годика 2,5. Это вообще, на самом деле, что-то поразительное, потому что я очень много в тюрьме читал или перечитывал самых разных книг, но в частности я перечитал огромное количество диссидентских воспоминаний, но вплоть до деталей все совпадает. То есть там как устроена камера, как прогулочный дворик выглядит, как с тобой надзиратели общаются. Вот я читаю Буковского, «Возвращается ветер», вообще ничего не изменилось. И я еще когда читал, я, конечно, не знал, что и конец будет такой же. Когда группа «Альфа» привезла во Внуково-2 в день обмена, та же группа «Альфа», которая везла в 1976 году Буковского в Цюрих, один из этих ФСБшников, когда ворота открылись, и мы въезжали на взлетную полосу к этому ТУЗ-204, один из ФСБшников к нам повернулся и сказал: обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Они учат все это, они это знают. Это Прямо сказал? Прямо сказал. Они читают те же самые книжки, читают те же только самые они книжки, только выносят из этого нечто другое. Да. Они-то думают, что не добили, наверное. А мы думаем, что мы не справились и в 90-е не перевернули эту страницу по-настоящему, так, как должно было. Помните, у нас год назад началась дискуссия, если это можно так назвать, с Алексеем Навальным. Он написал из своей тюрьмы статью, я из своей тюрьмы написал статью как раз про ошибки 90-х. Это очень важная тема. Это не просто какая-то историческая рефлексия, это про будущее. Потому что шанс обязательно будет. Новое окно возможностей в России для перемен обязательно будет. Когда? И оно будет во вполне обозримом будущем. Я вот, как вы можете догадаться, небольшой поклонник Владимира Ильича Ленина и не часто цитирую его какие-то там статьи, речи или выступления. Но одну речь я очень люблю, которую он закончил словами: «Мы, старики, не доживем до решающих битв грядущей революции». Это было сказано в конце января 1917 года на выступлении перед группой молодых швейцарских социал-демократов в Цюрихе. Поэтому, когда, в России лучше не спрашивать. У нас все происходит обычно вот так. За 3 дня обрушивалась и царская империя, и советский режим. Но это будет совершенно точно, и это будет в очень обозримой перспективе. И мы должны готовиться. И поэтому вот из этих книжек мы должны правильные выводы делать и правильные уроки. И, кстати, у Буковского есть еще одна совершенно потрясающая книга, которая гораздо меньше известна, чем «И возвращается ветер». Эта книжка называется «Московский процесс». Я ее перечитывал, когда ехал этапом в Сибирь, в Омск. И вот там как раз Буковский пишет о том шансе, который был упущен в начале 90-х, когда была возможность все эти преступления вытащить наружу из архивов, привлечь к ответственности людей, которые их совершали, ликвидировать структуры, которые их совершали. И самое главное, добиться того, чтобы общество осознало и ужаснулось тем преступлениям, которые десятилетиями совершались от его имени. Буковский об этом много раз говорил, он в книге об этом вспоминает, как на него все махали рукой ельцинские чиновники и говорили, что кто старое помянет и так далее, зачем ворошить прошлое, это будет охота на ведьм, говорили ему. На что он отвечал, что, значит, ведьмы вернутся и начнут охотиться на нас, потому что если зло не осмысленно, не осуждено и не наказано, оно обязательно возвращается. И то, что произошло в 1999 году с приходом Путина, это прямой результат того, что вот во время этого маленького окошка возможности в 1991, 1992, 1993, может быть, еще не было этого ничего. Ни открытия архивов, ни иллюстраций, никакого процесса осмысления обществом тех чудовищных преступлений, которые совершались. Мы не можем позволить себе эту ошибку повторить. Не можем. Я так понимаю, что важным событием в жизни зоны стал бунт Пригожина. Как на вас это отразилось? Я тогда был в двушке в камере на 2 человек. И мы с утра проснулись, сосед, как всегда, включил телевизор. И какие-то совершенно безумные вещи по этому телевизору вдруг начали звучать. Что-то про какое-то чрезвычайное положение. Показывали какие-то колонны военной техники. Выступление Путина прям со страхом в глазах. Он прям виден был. Помните, когда он в Кремле стоит на фоне этой, деревянной стены, и у него просто растерянность и страх. Это он не сразу, это он через сутки уже. Да, но мы до этого вообще ничего не знали. И было очень смешно, на самом деле, потому что это была ведь суббота, когда это все стало происходить. А в субботу начальства не бывает тюремного на рабочих местах.
Вдруг открывается дверь, входят, значит, там сотрудники, куда-то меня отводят, приводят в кабинет. Там, значит, исполняющий обязанности начальника тюрьмы, начальника оперотдела. То есть, как бы, ну, люди... Верхушка. Да. И у них тоже страх и растерянность в глазах. То есть, как у начальника по телевизору. Понимаете, вот это все передается. И вдруг они со мной такие вежливые. И говорят: а Владимир Владимирович, как у вас тут все условия? Все ли у вас здесь хорошо, все ли нормально? Ну, вроде как бы ничего не поменялось. Все в бытовом плане, как бы, ну, тюрьма, что могу сказать. А потом вдруг начали спрашивать: а как же вот так? А что же случилось? А ведь они же вроде, значит, были там соратники, союзники. Как же вот он сейчас так идет? А что же сейчас будет? А что же дальше? И вот такой был разговор. А я сидел, и я с трудом улыбку сдерживал, потому что я понимал, что вот когда оно вот что-то будет, вот оно будет вот точно так же. Вот еще вчера мы вообще понятия не имели о том, что вот это никто придумать даже такого бы не смог. И вот оно происходит. И мне было очень смешно вот это все слушать, потому что вот всего-то, да, несколько там сот вооруженных бандитов вдруг двинулись к Москве, и все, и страх и растерянность в глазах. И начальники тюрьмы бегают: Владимир Владимирович, как у вас условия? И что-то не видно массовых митингов в поддержку господина Путина, у которого сколько там, 87, кажется, да, процентов нарисовали на так называемых выборах. Вот. Я понимаю, что как бы на самом деле забавного и смешного мало было, особенно как потом, когда я уже подробности узнал, потому что мы не знали ничего, кроме того, что сообщают по телевизору, и вот, кроме лиц вот этих тюремных начальников. Но это было очень вот наглядно. Я понимал хорошо, что когда в России что-то вот будет меняться, вот оно будет точно так же. Вот оно произойдет вот так, как оно каждый раз у нас происходит. Никто из нас не знает, когда и как это именно будет. Но это будет вот так же. У них вот будет страх и растерянность, и никто их защищать не выйдет. На ком лежит ответственность, что ничего этого не было? Вот памятник снесли, вроде как символ, да, памятник Дзержинского на Лубянке, а архивы никто не открыл до конца, люстрации не было проведено. И саму Лубянку не ликвидировали. Саму Лубянку не ликвидировали. Но потом на ней будет доска Андропова, ну и так далее. И на сегодняшний день, я думаю, что вы согласитесь, что КГБ, а точнее там сейчас это ФСБ, самая сильная структура в России, самая мощная и самая властная. Очень, кстати, символично. Вы упомянули доску Андропова. Меня очень умиляет, это если так дипломатично сказать, когда люди, довольно серьезные в том числе люди, начинают рассуждать, что вот, да, сейчас, конечно, все ужасно в России, но был какой-то ранний Путин. Вот это гениальная фраза: ранний Путин, при котором, значит, все было нормально. Знаете, мне очень смешно это слушать, потому что вот я лично, например, очень хорошо помню день, когда я понял, что из себя представляет этот человек и каким путем он поведет нашу страну. Это было 20 декабря 1999 года, день чекиста, как хорошо известно, когда он приехал на Лубянку. Задание выполнено. Задание выполнено это вечером, а до этого днем он был на Лубянке и, значит, торжественно, будучи премьер-министром еще тогда, за 11 дней до отставки Ельцина, открыл мемориальную доску Юрию Владимировичу Андропову. Значит, это не просто какой-то там очередной председатель КГБ. Это человек, который во многом символизировал вот все худшее, что было в советской системе, причем как в смысле внешней агрессии, потому что я напомню, что он был одним из организаторов вторжения в Будапешт в 1956 году, так и в смысле репрессий внутри страны. Именно Андропов основал 5-е управление по борьбе с инакомыслием. Именно Андропов практиковал абсолютно чудовищную практику карательной психиатрии, когда людей отправляли в пыточные условия, в психушки так называемые и так далее. И вот этому человеку Владимир Путин решил открыть мемориальную доску. У меня больше после этого вопросов не было. Если как бы нужно было что-то еще более символичное, то в первый же год своего правления господин Путин вернул сталинский гимн. Я очень хорошо помню, как это было. Я тогда работал в Государственной Думе у Бориса Немцова, когда это был первый случай, тогда еще у нас парламент был местом для дискуссий, и там была настоящая оппозиция. И это был первый случай, когда лидерам фракции запретили в ходе дебатов выступать по вопросу, потому что они хотели, чтобы Немцов и Явлинский выступили против сталинского гимна. Они протащили, продавили его. И когда мы говорим об ответственности российского общества за то, что происходит сегодня, она как раз вот там. Она в те начальные годы, в нулевые годы, в первые годы, когда можно было его остановить. Подождите, но до всего этого, в 91 году, когда сносится памятник, не сносится Лубянка, да, и не происходит люстрации, да, из-за идеи этих люстраций, в общем-то, погибает и Галина Старовойтова, и лишаются много чего другие люди. Да. На ком лежит ответственность за то, что никаких люстраций ни общество не потребовало, ни власти они были не нужны? Кстати, интересно, что вы вот сейчас этот вопрос задали, когда мы начали говорить о 2000-х, потому что ответственность тоже была, как бы принадлежала двум сторонам. Как раз общество было готово. Я очень хорошо помню
опрос. Прям готов. Тогда еще в ЦИОМа, то, что сейчас Левада-центр, да, помню, который возглавил Юрий Левада, в 1992 году больше половины российских граждан по опросу в ЦИОМа поддерживали идею отстранения бывших высокопоставленных коммунистов от властных постов. Больше половины, я хорошо помню эту цифру. Очень важно, когда мы обсуждаем с вами эти темы, говорить о том, что это не что-то, что мы сейчас задним умом спустя 30 лет, да, как бы там с высоты опыта и так далее обсуждаем. Об этом во всем говорилось тогда. Вот московский процесс Буковского – это основано на тех событиях, на тех выступлениях, на тех встречах, на тех документах, собственно, на процессе в Конституционном суде, который был шанс превратить в что-то, в нечто гораздо большее, но этим шансом не воспользовались. Галина Васильевна Старовойтова внесла законопроект о люстрации в российский парламент в 1992 году, тогда же. И я вот уже впервые подробно прочитал этот текст тоже в тюрьме. Почитайте особое мнение судьи Конституционного суда Анатолия Кононова по делу КПСС, ноябрь 1992 года. Потрясающий абсолютно документ. Там про все есть. И про то, чем это все закончится. Ну, конечно, Борис Николаевич Ельцин, потому что он, в конце концов, сам был бывшим высокопоставленным коммунистом. И хотя ему говорили и убеждали, тот же Буковский говорил, что вас это не коснется. Но вы действительно реабилитировали себя за все тем, что возглавили эту демократическую революцию в августе 1991 года. Вот там Ельцину можно предъявлять очень много претензий, но его поведение вот в те 3 августовских дня было просто абсолютно идеальным. А не было это связано с тем, что он понимал, что вот такой трансфер власти, как вы говорите, окно возможностей, второй раз не представится? Ведь он же не Горбачева спасал, а себя продвигал. Знаете, я очень жалею о том, что я был ребенком в 91 году. 10 лет вам было? У меня было 10 лет, да. Меня никто не взял на баррикады, а вот мой папа все 3 дня и 3 ночи провел на баррикадах у Белого дома. И очень многие и родственники, и друзья там были. То есть, как бы, хоть я сам там и не был, но я с этим рос. А у нас зато была школа, где мы учились, 16 спецшкола французская, была на Лубянке. И мы бегали с мальчишками рассадник диссидентства. Да, прямо буквально в 2 шагах, да, в нескольких метрах. И мы на переменах с друзьями бегали на площадь смотреть на этот пустой пьедестал, который был весь исписан, значит, граффити. И там их, значит, чекисты пытались смывать эти граффити по ночам, а люди опять их писали там «Хунти хана, долой КПСС». И я помню, все время появлялась вот эта вот надпись «Серп и молот равняется свастика». И вот они вот это особенно смыли, все время мылом стирали, и опять она появлялась, и опять появлялась. И там стоял деревянный крест на этом пустом пьедестале. Поэтому, говорю, я хоть самый в этом не участвовал в своего возраста, но я все равно это помню. Я все это, что называется, с детства впитал с воздухом. Для меня это вообще самый прекрасный момент в новейшей истории страны, понимаете? Вот когда говорят, что Россия какая-то не такая, что у нас демократии не может быть, что нашим людям это все не нужно, что свобода – это как бы не та ценность, которая в числе запросов российского общества. Я все время думал вот об этих сотнях тысяч людей, которые вышли и встали перед танками в 1991 году. В буквальном смысле слова, перед танками. Мирные, безоружные люди, сотни тысяч. И танки развернулись и ушли. И поэтому может быть в России демократия. И нужна российскому обществу свобода. И люди есть смелые, неравнодушные, искренние, настоящие. Есть они. Есть они. И поведение самого Ельцина, ваш вопрос про него, вот в те 3 дня, оно было абсолютно безупречным. И когда хоронили 3 парней, погибших в августе 1991 года, вы помните его речь? Да. Несколько слов всего. Он вышел, обратился к матерям и сказал: простите меня, вашего президента, что я не уберег ваших сыновей. И поклонился, понимаете? И это от сердца было искренне. Вот это тот Ельцин, который запомнит историю. И когда он умер, я помню комментарий Буковского. Он сказал, что этому человеку можно предъявлять огромное количество претензий. Но он сделал 2 вещи, которыми его запомнит история. Он запретил КПСС и распустил Советский Союз. Потому что вот вся мишура, она через какое-то время уйдет, а это останется навсегда. Так вот, возвращаясь к вопросу об ответственности, на это он был все равно не готов. И окружение было не готово. Хотя окружение почти все Буковскому и Старовойтову удалось убедить. Но уперся Ельцин, потому что, видимо, понял, что все равно это его в какой-то момент коснется. Но очень важно, хочу об этом сказать, потому что это важно. Огромная часть ответственности за то, что в России не было в начале 90-х. Ни иллюстрации, ни настоящего открытия архивов, ни вот в результате этого полного осознания, осмысления обществом того, что произошло, лежит на лидерах Запада. Потому что они прекрасно знали, сколько в этих архивах про них. Сколько у них было тайных дел, встреч, каких-то соглашений,
с Кремлем в советское время. Я приведу один конкретный пример. Вот когда шел процесс по делу КПСС, так называемый, в Конституционном суде, 92 год, Владимир Буковский был экспертом президентской стороны на этом процессе. И он поставил одно условие. Он сказал: пустите меня в архив ЦК КПСС, бывший, на Старой площади. Он сказал: ладно. Потому что ему очень нужно было, чтобы был кто-то вот, ну, из таких символов диссидентского движения, чтобы был в этом процессе на стороне Ельцина. Они сказали: хорошо. И он несколько недель имел доступ в этот архив бывшего ЦК. Он купил портативный японский сканер, а представьте, это 92 год, экспериментальные модели, потому что ему копировать запретили. И он сидел прямо в зале суда и этим сканером, значит, это все сканировал. И, собственно, тот архив Буковского, который сейчас опубликован онлайн, он есть, это вот те самые документы из архива ЦК 92 года. Там было очень много документов, посвященных в том числе международной деятельности, международным связям советского режима. В частности, значит, один документ, посвященный Калеви Сорса. Это был многолетний премьер-министр Финляндии, лидер социал-демократической партии, о котором было сказано в, значит, официальном документе, подготовленном для Политбюро, что этот человек, я цитирую, доверительно сотрудничает с нами. Конец цитаты. Этот документ был опубликован тогда, в 1992 году, напечатан в том числе в финских газетах. А в Финляндии шли президентские выборы. И этот Калеви Сорса был кандидатом в президенты. Это был конец его политической карьеры. И таких там были десятки в этих архивах. И поэтому они очень сильно давили на Ельцина, чтобы эти архивы так и остались за 7 печатями. У меня очень много друзей в политических кругах стран Центральной и Восточной Европы, балтийских стран. И они все в один голос говорят, что для вот этих стран, для стран Варшавского договора, бывшего в начале 90-х, очень важно было вот во время тех реформ сложнейших, они были не менее сложными там, чем они были у нас. Для них очень важно было видеть вот этот свет в конце туннеля в виде перспективы возвращения в семью цивилизованных народов. Вот Вацлав Гавел, когда выступал перед американским конгрессом, он вообще весь процесс посткоммунистической трансформации Чехословакии охарактеризовал словами: мы возвращаемся в Европу. И вот это обещание, эта перспектива, эта возможность вернуться в Европу, вернуться в цивилизованный мир, это было очень важно для этих стран. И поэтому они готовы были мириться с этими трудностями, идти вперед и завершить этот процесс до конца. У нас ведь никогда этого не было. Потому что, понимаете, когда, например, Борис Николаевич Ельцин в декабре 1991 года официально обратился к генеральному секретарю НАТО Манфреду Вернеру с письмом о том, что он ставит вопрос о будущем членстве России в НАТО, ему даже не ответили. И я несколько лет назад писал статью на эту тему и пошел в архивы, в частности, в библиотеку Конгресса в Вашингтоне, и стал смотреть документы, источники, там, статьи в прессе того времени. А как может быть, что президенту России даже не ответили на такое предложение? И там открытым текстом, черным по белому сказано, что они были настолько шокированы самой идеей вообще этого, что никто даже о таком там за несколько месяцев до этого еще даже подумать не мог, что они не знали, как бы, что они не смогли составить вразумительный ответ. Вот я цитирую прям дословно: они не смогли составить вразумительный ответ. Вы понимаете? Да, это, конечно, смешно, но это на самом деле очень грустно и страшно, потому что вот то, насколько Запад в начале 90-х оказался не готов вот эту новую демократическую зарождающуюся Россию, ну, действительно принять вот в эту семью цивилизованных европейских народов, как они были готовы принять поляков, чехов, там, балтийские страны и так далее, а нас не готовы. Это сыграло тоже очень важную негативную роль. Главная ответственность и главная ошибка, безусловно, была совершена в России. Вот этим отказом действительно от того, чтобы навсегда отказаться от тоталитарного прошлого. В этом главная ошибка. Но Запад очень сильно вложился в то, что наш демократический эксперимент не удался. Мы должны выучить эти уроки и не повторить их. Обязательно так на возможности будет. И мы должны будем на следующий раз сделать все правильно. И внутри страны, и в том, что касается международных связей. И это вот одна из главных тем того, о чем мы разговариваем со всеми этими канцлерами, между собой об этом разговариваете? И между собой. А вы теперь тоже продвинулись, и вы теперь на этой теме едва ли не больше, чем Владимир, соображаете? Он 2 года Я хорошая ученица своего мужа. Она я очень... вот как Елена Георгиевна Боннер говорит, что она ученица своего мужа. Я перечитывала ее воспоминания. Это был для Опыта меня... набирались передового. Во-первых, опыта.
опыта того, как с этим можно справляться и не развалиться на куски, как можно не потерять веру в то, что ты можешь все равно, несмотря на все обстоятельства, победить. Вот. Поэтому для меня был очень важный ее опыт. Для меня был важен опыт Виталии Щеранской, которая боролась за своего мужа, за его право вернуться в Израиль. Володя говорит, что перечитывал диссидентов в тюрьме, и я абсолютно уверена, что для тех людей, которые сейчас находятся в застенках путинских тюрем, этот опыт исключительно ценен, потому что действительно они видят, что они живут как будто в книжке. И для них важно знать, что вот те люди пережили это, вышли, и что та страна, Советский Союз, тот ужас все-таки закончился. Но и для нас, находящихся на свободе, мне кажется, что опыт диссидентов исключительно ценен. По той же самой причине. Я хорошая его ученица, и я очень дорожу всем тем, что я получаю от Володи. Вот мне его слушать просто интересно. Вот вы его слушаете, я его слушаю, я вот так вот слушаю, как девочка маленькая. Это Женя скромничать любит. Она никакая не ученица, она гораздо лучше все делает, чем я. Чем? Да, вот послушайте, как она говорит, тут выступает. Например, я сижу, иногда я цитаты ворую какие-то, там записываю. Да ладно? Какие-то вещи. Я абсолютно серьезно говорю. И причем, я сейчас все это вижу и слышу, а в тюрьме до меня только крупицы доходили, да, там, в письмах каких-то. Там у меня, в принципе, даже этих крупиц было достаточно. И я помню, что она как-то написала, там, по-моему, даже в этом году уже, несколько месяцев назад, что вот ты, когда наконец выйдешь, вернешься, начнешь опять своей работой заниматься, а я пойду опять розы обратно выращивать. Вот я помню, что я написал, что я думаю, что я боюсь, что розам придется какое-то время еще подождать. Я очень хочу к розам. Я очень хочу домой. Я очень хочу домой. Я хочу к детям. Я бесконечно хочу к детям. Потому что у них происходит целая жизнь. И раньше я была постоянным свидетелем этой жизни, участником этой жизни. А теперь все это происходит в наше отсутствие. Я все пропускаю. Я пропускаю абсолютно все. Я пропускаю, как мои дети растут, как они становятся взрослыми людьми, как у них формируется мнение, как у них... Я приезжаю и как будто каждый раз узнаю их заново. Поэтому я ужасно хочу домой. И более того, я не знаю, кто я теперь и что я теперь. Потому что до Володиного ареста я не занималась публичной деятельностью, я никогда в жизни к ней не стремилась. А потом он оказался в тюрьме. И мне пришлось делать все вот это вот. Делать Володину работу, потому что я подумала, я не могу допустить, чтобы работа по политзаключенным, по санкциям, собственно, по образованию людей на Западе относительно того, что происходит в России, того, что представляет собой режим Путина. И я не могла себе даже представить, чтобы такая работа могла закончиться. Поэтому я подумала, окей, я буду делать ее так, как могу. Настолько, насколько могу хорошо. А теперь Володя вернулся, его работа вернулась к нему, и нам нужно понять, какое в этом во всем место занимаю я, и что дальше, в чем мы будем пересекаться, в чем мы будем работать параллельно. Одевайтесь вы уже одинаково. Я тоже сегодня ему сказала, говорю, слушай, а как так получилось, что мы с тобой взяли... Потому что он собирался отдельно, я собиралась отдельно. Бегом-бегом, буквально за полчаса. Так это идея в парных луках? Нет, у нас жуткий график, правда. Мы не успеваем дышать. Вчера мы прилетели из Штатов, где мы были 1,5 дня, а до этого мы были... В Женеве, потом в Женеве, в Лондоне. А до этого в Лондоне. То есть мы... Отсюда в Вену, да. Потом опять в Вашингтон, потом в Прагу. Это сумасшедший дом. А мне главное еще вот про одежду, как сказали, а мне до сих пор странно, что можно выбрать, что надевать. Потому что ты привык, как бы вот в этом смысле в тюрьме очень просто. Вот у тебя есть твоя форма, ты ее надеваешь. Меня меняли иногда, когда в ШИЗО черного цвета, а когда в ПКТ ярко-оранжевая. Ярко-оранжевая? Когда на судах появлялся. Бликовала каким цветом? Вот из ЗК-6 там плохо работал видеосвязь, в остальных нормально. И мне говорили, что это как в Талип, в Гуантанамо. Ничего себе. Вот, поэтому собирались мы были дома ровно 1,5 дня. Это было, даже не начинайте меня на эту тему, я буду плакать. Я тоже. Поэтому мы были дома ровно 1,5 дня. Мы их зато по одному теперь берем с собой в рабочей поездке. Мы в Лондон сына брали. Ходили к нему на Даунинг-стрит, к нынешнему премьер-министру. Вот, и Данику больше всего, сыну нашему больше всего понравился кот. Там есть кот Ларри, официальный главный мышелов правительства Великобритании. У него должен сидеть. Он там уже 17 лет живет.
5, по-моему, премьер-министров там Премьеры пережил. приходят и уходят, А Ларри остается. кот остается. Но потом нас, когда мы выходили оттуда, он спросил, а вы когда еще к премьер-министру пойдете? Ну, наверное, когда-нибудь пойдем, пригласят, вот обязательно возьмите меня с собой, я хочу с Ларри еще пообщаться. Мы просто поняли, что если мы так не будем делать, мы их вообще не будем видеть. Поэтому мы по одному. Женя это делала, пока я сидел, я фотографии видел, там, когда меня в письма присылали, что дети ездили. Но Дети мне еще ездили с было тобой важно, на чтобы они мероприятия. слышали про папу, чтобы они понимали, кто такой, потому что для них он прежде всего папа. Для них он не политик, не историк, не борец за свободу, вот не вот это все, а для них он папа, который учит водить машину с ручной коробкой, который готовит мясо по выходным, который наряжает с ними елку. Ну вот папа, к которому можно прийти и пожаловаться на что-нибудь, который тебе там поможет решить какую-то проблему, который где-то совет даст, а где-то можно просто поваляться на диване и посмотреть кино. И мне было важно, когда он был в тюрьме, и когда я все время отсутствовала, чтобы они понимали, что я делаю и кто их отец. И поэтому, да, я их иногда брала. Я не хочу детей полностью вовлекать вот в эту общественную публичную деятельность. Мне кажется, это не нужно. Главной целью моей на протяжении всего этого времени было сделать так, чтобы у детей сохранялась нормальная жизнь. Совершенно нормальная жизнь обычных подростков, которые ходят в школу, у которых какие-то там внешкольные занятия, которые тусуются со своими друзьями, чтобы вот их ежедневная жизнь была минимально травмирована всем тем, что с нами происходит. Но иногда я их брала с собой, чтобы они послушали, с каким уважением, восхищением люди в разных частях мира говорят об их папе. Мне было важно тоже как-то вот показать, ну и своим примером, тоже немножко, что за любовь надо бороться, в прямом смысле слова. И что вот это вот обещание в горе и в радости, вот эти вот все, для меня они буквальные. Если что-то происходит, значит, ты должен быть рядом, значит, ты должен вытащить человека. И мы так, собственно, на этом мы с ним и живем 22 года. Когда я разваливаюсь, он тоже рядом. И он вот эти вот все кусочки собирает вместе, так что вот как-то склеивает опять, собирает вместе. Как ты меня вытаскивала, мне даже не снилось. А я скоро развалюсь, поэтому у тебя будет возможность. Потому что у меня отложенная реакция, и я сейчас живу, каждый день я просыпаюсь, и я думаю, когда меня накроет. Пока еще, видимо, я держусь за счет того, что работаю не початый край, но уже иногда я ощущаю себя, что я в каком-то ступоре. Может быть, немножко выгорание, может быть, просто я начинаю осознавать, через какую очередную травму мы прошли, вся семья прошла. Потому что я понимаю, что такие вещи бесследно для организма не проходят. И в какой-то момент это по мне ударит, когда я не знаю, при каких обстоятельствах не знаю. Но вот поскольку Володя теперь здесь, он меня соберет и вытянет всю семью на себе, пока я там буду. Это правда, что Карамурза и Карамзин – это выходцы из одной ветки? Ну, это параллельная Черный ветвь. князь. Черный князь, да. Черный князь – это по этимологии из тюркского языка родственники, но дальние, параллельные ветки. Вы себя чувствуете продолжателем этой большой исторической традиции? Я, на самом деле, я очень скучаю по истории, как по науке именно. Я это очень люблю. Все, люблю в архивах работать, в библиотеках сидеть, там книги читать, источники, мемуары очень люблю мемуарную литературу. Вот, наверное, единственное, что было хорошего в тюрьме, что много времени было читать, потому что в жизни, в нормальной читать, вообще времени не остается. Очень хочется иногда, но просто, к сожалению, не могу себе позволить, потому что есть дела гораздо более срочные. Но в каком-то смысле о семейной династии можно, конечно, говорить, потому что, например, мой прадед Сергей Георгиевич Карамурза, он был, с одной стороны, известным адвокатом московским в начале 20 века, тогда это называлось присяжным поверенным. Он еще и был литературоведом, театральным критиком, писателем и журналистом. Так вот, если отсчитывать от него, по журналистской линии получается прадед, потом дедушка, тоже историк и журналист, папа, историк и журналист, и я. То есть, получается, 4 поколения уже. Ваша диссертация посвящена 1906 году,
и русскому парламенту, в котором вы видите окно возможностей? Потому что разные историки называют разные даты этого самого окна возможностей, но вы утверждаете в диссертации и в книжке, которая потом вышла, что именно этот был момент, в котором могло все пойти потом по-другому и пойти хорошо, и обвиняете в неслучившемся Столыпина, которого принято в российской истории официальной очень сильно восхвалять. Почему так? Это действительно было уникальное окно возможностей. Всего 72 дня просуществовал первый российский парламент, первая российская Государственная Дума. Выборы проходили весной-летом 1906 года, вот как раз после введения в России конституционной монархии, после поражения в Японской войне. На этих выборах с огромным отрывом победила Конституционно-демократическая партия, партия кадетов, которая выступала за то, чтобы Россию направить по пути других европейских конституционных парламентских монархий. Это была партия, которая была просто цветом нации тогда. И они победили на выборах, несмотря на то, что мощнейший, как сейчас принято говорить, административный ресурс был задействован царским правительством против них и в поддержку, наоборот, своих лояльных кандидатов. При этом в том парламенте, в Первой Государственной Думе вообще не было сколько-нибудь значительного присутствия сторонников самодержавия. Вообще. Это кстати, знаете, когда тоже такой стереотип, многие люди любят, не задумываясь, повторять, что российские люди там не ценят свободу, им нужна сильная рука, значит, они всегда привыкли жить при авторитаризме. Каждый раз, когда у российского общества, у российских граждан была возможность выбрать на свободных выборах между авторитарным путем и демократическим, они каждый раз выбирали демократические. Это выборы в Первую Государственную Думу в 1906 году, когда с огромным отрывом выиграла кадетская партия, а сторонники неограниченного самодержавия вообще не получили мест в Государственной Думе. Это выборы в Учредительное собрание в ноябре 1917 года, когда большевики, уже захватившие власть силой, проиграли эти выборы. Партия эсеров, которая выступала за демократическую парламентскую республику. И, конечно, уже на нашей с вами жизни июнь 1991 года, первые в тысячелетней истории России прямые выборы главы государства, когда Борис Николаевич Ельцин, который был кандидатом демократической оппозиции, победил Николая Ивановича Рыжкова, бывшего председателя Совмина СССР, и кандидата правящей КПСС с разгромным счетом 57% против 17%. Это так, в скобках. Так вот, 1906 год как раз был первым из этих случаев, и это было действительно окно возможностей, потому что впервые в истории у России появился парламент, причем парламент, которым руководили профессиональные, очень компетентные и искренне любящие Россию люди, которые видели грядущую катастрофу. Они прямо в этих терминах и говорили о том, что либо сейчас мы сможем достичь исторического компромисса между монархией и обществом, и сохранить Россию в форме конституционной парламентской монархии, как сегодня существуют очень многие европейские государства. И так же могло быть и в России. И почти это удалось. То есть была и публичная борьба с парламентской трибуны, со страниц печати, тогда абсолютно свободной. И шли закулисные переговоры, о которых позже уже стало известно, переговоры между лидерами кадетской партии и представителями императорского двора о том, чтобы сформировать то, что в той терминологии называлось ответственным министерством. Сейчас в современном языке это правительство парламентского большинства. То есть, чтобы император остался таким, символическим просто главой государства, который, опять же, как тогда говорили, царствует, но не управляет. А руководил бы всем парламент, и правительство назначалось бы парламентским большинством. И почти договорились. Сорвал Столыпин в последний момент. А что он сделал? А он убедил царя, что не надо. И уже достигнутое соглашение, уже настолько почти договорились, что Сергей Андреевич Муромцев, знаменитый же юрист, правовед, многолетний профессор Московского университета, который был председателем Первой Государственной Думы, кстати, был сосед моего прадеда по дому, знаменитому страховому обществу «Россия» на Сретенском бульваре. Он должен был стать премьером, председателем Совета Министров в этом парламентском правительстве. И там даже был момент, когда руководитель канцелярии Думы Яков Глинков вспоминал, что они уже сидели во фраках все и ждали приглашения в Царское Село к императору для выдачи мандата на назначение правительства. И Столыпин сорвал. Столыпин сорвал в последний момент. И это для меня тоже было неким шоком, когда я это все читал, потому что действительно в последние годы принято как-то Столыпина возвышать, и даже памятник ему недавно в Москве открыли прямо перед Белым домом и так далее. И это отдельная тема, все, что касается его аграрной реформы, это уже все позже. Но тот факт, что он сыграл такую деструктивную роль в срыве этой попытки формирования действительно конституционной, действительно парламентской системы в России. А он чего боялся? Дестабилизации власти?
Нет, но если как бы так уж совсем откровенно говорить, он для себя не видел роли, вот в том случае, если бы это удалось. Потому что он-то за ним-то не стоял никакой политической силы, он ни в парламент не был избран, у него партии своей не было. Тут были как бы и карьерные соображения, но идеологически, безусловно, тоже, да. Он был принципиальным противником такого полноценного конституционализма. Тоже считал, что как бы, не для России этот путь. И я в книге даже цитирую передовицу одной из газет того времени, что это роковое решение, и оно неизбежно, рано или поздно, приведет к революции. Это в 1906 году было написано, до революции оставалось 11 лет. Таких много, на самом деле, развилок в нашей истории. Таких окон возможностей, которыми не воспользовались или которые намеренно уничтожили. Например, Александра II убили в марте 1881 года ровно за 4 дня до того, как должно было правительством обсуждаться введение так называемой Конституции Лорис-Меликова. То есть это был предварительный шаг к созданию парламента. Представляете, если бы в России парламент появился на полвека раньше, чем он появился, все по-другому бы пошло. Или 1917 год, выборы в учредительное собрание же были назначены изначально на сентябрь. Они в сентябре должны были пройти. И у России уже в сентябре 1917 года появилась бы легитимная демократически избранная власть. Но у нас же либералы, многие наши, к сожалению, перфекционисты. И вот особое совещание по подготовке избирательного закона, которое работало над всеми этими положениями, недовольны они были. Здесь немножко не тут, там запятая не там стоит, здесь не до конца подготовлено. Надо лучше. Может быть, опять не могли договориться? Не могли, и как бы по сути даже договорились по содержательным вопросам, не до конца идеально все было. И решили на 2 месяца перенести выборы с сентября на ноябрь. Закон идеальный получился, без иронии. Как бы даже тогда специалисты говорили, что это был на тот момент российский закон о выборах 1917 года был самым совершенным, самым демократичным избирательным законом во всей Европе. Но только маленькая деталь одна. В октябре большевики силой захватили власть. И все остальное мы знаем. Таких много очень, к сожалению, упущенных шансов в нашей стране. Вот мы не имеем права упустить следующий. Никто из нас не знает, когда в России в следующий раз откроется окно возможностей для изменений. Совершенно точно это случится внезапно и неожиданно. Вот никто из нас не будет этого знать там еще за несколько дней до того, как это случится. И очень важно не быть застигнутыми врасплох. Мы должны уже сейчас, причем когда я говорю «мы», это и мы, российские граждане, и мы в более широком смысле вся Европа, потому что Россия – это неотъемлемая часть Европы. То, что происходит в России, касается всего континента, а не только нас, в огромной степени, как все, наверное, сейчас видят. Мы должны готовиться к этим будущим изменениям, чтобы не повторить те же самые ошибки, которые были совершены в 90-е годы, и с последствиями которых мы все живем сейчас. Не только мы в России, но и украинцы каждый день, которым бомбы падают на голову. И вся Европа с этими последствиями живет, с последствиями этих ошибок. Мы не можем повторить. Когда в следующий раз в нашей стране откроется окно возможностей для изменений, обязательно открыть архивы, обязательно провести иллюстрации, обязательно привлечь к ответственности всех тех, кто совершал эти чудовищные преступления, как военные преступления в Украине, которые сейчас до сих пор каждый день происходят, так и преступления в отношении российских граждан. Убийство Бориса Немцова, убийство Алексея Навального, преследование сотен и сотен политических заключенных за все эти годы путинской власти. Люди, которые все это делали, должны понести ответственность. И очень важно, чтобы само общество осмыслило и осознало все то, что совершалось и совершается пока еще от его имени, под нашим флагом. Это первая часть, она как бы наша чисто внутренняя, это только мы сами можем сделать в своей стране. Но вторая часть, она вот здесь, она международная. Потому что очень важно, чтобы после того, как Россия изменится по-настоящему, осмыслит, осознает, перевернет навсегда эту страницу, очень важно, чтобы мировое сообщество, и особенно Европа, неотъемлемой частью которой является наша страна, имела эту дорожную карту для реинтеграции этой новой послепутинской свободной России обратно в Европу, обратно в цивилизованный мир, обратно в международное сообщество. Потому что, знаете, я эти все последние недели, наверстывая все, что я пропустил за 2,5 года, я был абсолютно шокирован. Женя сказал, что я с такими глазами сидел, когда он все это рассказывает. Я могу сказать, что меня шокировало, наверное, больше всего. Это когда я слышу
нарратив, который, как бы, он не является доминирующим, безусловно, слава богу, но тем не менее он присутствует. И он присутствует, в частности, вот в институтах международных, в институтах европейских. Да лучше вообще ее не было, никакой России. А давайте окружим ее забором, рвом с крокодилами. Я не знаю, давайте их там всем взорвем, изолируем. Вы понимаете, мне... Я это очень рифмуется с нарративом, который все время продает коллективный Путин о том, что Западу не нужна никакая сильная свободная Россия, совершенно верно. А нужна разрозненная, разобщенная, слабая и так далее. В этом, кстати, ирония замечательная, что люди, которые, наверное, себя считают большими противниками Путина, на самом деле просто укрепляют его же пропаганду, просто с другой стороны, это само собой. Но я даже сейчас говорю не про то, насколько это большой подарок путинской пропаганде. Да, это безусловно. Я причем знаю на личном опыте. Вот у меня единственным источником информации в тюрьме была вот эта, значит, маленькая радиоточка на двери камеры. И каждый раз, когда вот что-то подобное звучало, они прямо вот просто с большим удовольствием каждый день об этом рассказывают. Но я даже сейчас немножко не о пропагандистской составляющей, а о содержательной. Мне, на самом деле, страшно вот это вот все слышать. Ну, это не просто оскорбительно для меня, как для российского гражданина, но это просто поразительно, насколько это взгляд близорукий, насколько это взгляд вредный, насколько он контрпродуктивный. Россия никуда не денется. Россия всегда останется на карте. Россия всегда останется самой большой страной Европы. Россия всегда останется самой большой страной мира. И в интересах всех стран, в первую очередь соседей России, в первую очередь Украины, это иметь Россию не имперскую, агрессивную, архаичную, а иметь в России нормальное, цивилизованное, демократическое государство. Мне даже удивительно, что как бы приходится такие вот, как бы, ну, очевидные вещи проговаривать, да, но когда я слышу такие вещи, ну, приходится на них отвечать таким вот образом. Я абсолютно убежден, что единственный способ добиться долгосрочной стабильности, безопасности мира в Европе – это с участием мирной, свободной и демократической России. Это не будет никак иначе. И вот эту дорожную карту по реинтеграции этой будущей после путинской России обратно в Европу, эту дорожную карту нужно иметь уже сейчас. Потому что когда все начнет сыпаться, а оно все начнет сыпаться мгновенно. Мы это видели в нашей истории. В марте 17 и в августе 91 это происходит вот так, за считанные дни в прямом смысле слова. Времени готовиться не будет. И это вторая тема, которую мы обсуждаем вот на всех вот этих встречах и мероприятиях. И очень, на самом деле, важно и отрадно видеть, что люди это слышат. Слышат? Люди слышат, и уже есть конкретные шаги. Это не просто на уровне разговоров. Вот, например, одной из тем нынешней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы здесь, в Страсбурге, будет нахождение формата для взаимодействия Совета Европы, то есть всех остальных европейских стран, с российским гражданским обществом, с российской оппозицией. При том, что Российская Федерация как государство была исключена из Совета Европы после вторжения в Украину в 2022 году, будет найден некий формат продолжения этого диалога на уровне гражданского общества оппозиции, в том числе... А я извиняюсь, есть некая цельная структура под названием «российская оппозиция»? Конечно же нет. И это, собственно, и есть предмет этой дискуссии, как это правильно структурировать. Потому что, например, в этом смысле проще белорусам. В Беларуси, поскольку Лукашенко пришел раньше, чем у нас пришел Путин, им проще, потому что у них есть легитимно избранный президент Светлана Тихановская. Мы 2 дня назад с ней общались в Вашингтоне. Вот. У нас в этом смысле нам сложнее. У нас даже для вида уже много лет не пускают оппозиционных кандидатов в бюллетень, поэтому это будет более сложный вопрос о том, как это все структурировать. Но это и есть предмет для дискуссии. Главное, что по сути есть готовность к диалогу. Это же самое важное. Навального убили, когда вы уже были в Омске. Да. Что происходило в колонии? Вы как это узнали? Я это узнал по радио. Первый и последний раз за 2,5 года в тюрьме я по радиоточке, по своей, которая, вы понимаете, что это за радио, да, там Радио России, или как оно называется, ну, государственная вот эта точка. Я первый и последний раз услышал фамилию Навальный. Я сидел, ужинал, это была пятница вечер, 16 февраля. А я уже как бы себя приучил, знаете, как посторонний шум это радио вообще не воспринимать. У меня в жизни очень тяжело там что-то писать или читать, я не могу вообще сконцентрироваться, когда какой-то звук при этом посторонний. Ну там у тебя вариантов нет, потому что он все время бубнит и бубнит. Ты как бы учишься психологически, ментально от этого отключаться. Поэтому у меня просто как, ну, шум какой-то, значит, фоновый идет и все. А вдруг я фамилию услышал сквозь этот шум. Сразу бросил там то, что я ел, подскочил к этой радиоточке. И дальше вот эти вот слова пошли. Потерял сознание
после возвращения с прогулки смерть наступила через такое-то время. И все. Это вот был первый и последний раз. Это была пятница вечер, вот уже вскоре после этого был отбой. И я, знаете, я все выходные как в тумане в каком-то провел, потому что все, по радио больше ничего, как будто вот вообще ничего не случилось. Эти, естественно, надзиратели ничего не говорят, больше я никого не вижу, я в одиночке сижу. А на выходных ни письма не приходят, ни адвокаты не приходят, поэтому как бы в полном вакууме находишься. И у меня, знаете, даже к концу выходных, вот я вот в этом во всем тумане, значит, сижу, у меня все это в голове прокручивается. И я уже в конце дня воскресенья, я уже почти себя убедил, что вообще этого ничего не было, это просто, ну, это я придумал. Показалось. Да, себя убедил, что это вообще все не по-настоящему, что это мне послышалось. Но потом, когда началась рабочая неделя, пришел адвокат мой омский, Сергей Сафронов, и он мне сказал, что, к сожалению, не послышалось. Я не знаю, какими словами это все можно вообще описать. Я просто, знаете, когда вот сейчас уже на свободе слышу там время от времени какие-то призывы каких-то западных политиков, а давайте вот все-таки мы как-то найдем с Путиным общий язык, давайте мы с ним как-нибудь все-таки договоримся, давайте вернемся там к какому-то взаимодействию и так далее. Мне просто хотелось, чтобы эти люди понимали, что вот если они ему будут еще пожимать руку, они будут пожимать руку убийце, в прямом смысле этого слова. Человеку, на котором кровь, который лично приказывает убивать своих оппонентов, который лично приказал убить Бориса Немцова, который лично приказал убить Алексея Навального, на котором кровь тысяч мирных жителей Украины, в том числе и детей. Это не просто ведь какой-то авторитарный режим у нас у власти в стране, не просто там какая-то диктатура. Это режим убийцы, и возглавляет его убийца, в прямом смысле этого слова. Вы где-то около месяца назад встречались у финского президента с Юлией Навальной. Это была первая встреча после освобождения, да? Да, последний раз мы виделись еще вместе с Алексеем. Какой была эта встреча? Ведь это там целый комплекс чувств и вины, и неловкости, и каких-то возможных вариантов будущего сотрудничества. Ну, это очень эмоциональная встреча была, безусловно, потому что последний раз мы с Юлей виделись и с Лешей за одним столом. Кстати, это было здесь, это было в Страсбурге. Потому что это было, когда в Большой палате Европейского суда прав человека шло рассмотрение дела по вот этим многочисленным арестам Алексея административным, когда он выиграл. И это был первый случай за 20 лет, когда против Российской Федерации было выиграно дело по 18-й статье Конвенции. Это политическое использование правосудия. Это редчайший случай. Судьи СПЧ вообще эту статью не любят применять в отношении какой бы то ни было страны, и уж особенно в отношении России. Он-то выиграл. И вот мы тогда с ним последний раз виделись вместе. С Лешей мы виделись еще и после этого уже в Москве, незадолго до его отравления. Но вот в таком составе вместе последний раз здесь. И вот сейчас увиделись в Хельсинки, да. Это тяжело очень было, потому что у меня, и вот, кстати, на этой пресс-конференции, про которую вы несколько раз упомянули, Катя, у меня была мысль, и я думаю, что она была и у всех коллег тоже, что если бы не пришлось немецкому правительству столько препятствий преодолевать, чтобы этот обмен вообще осуществился, то, может быть, и Леша бы с нами был на этом самолете. Я не могу об этом не думать. И, разумеется, когда мы с Юлей увиделись, я не мог об этом не думать тоже. А сказали? Мы много чего друг другу сказали. Но очень важно, что она абсолютно мотивирована, настроена эту борьбу вести, продолжать и довести до конца. И абсолютно железная тоже. И вообще вот я все время привожу эту аналогию, но потому что это наша история, это наша страна. Вот понимаете, вот декабристки, 200 лет почти уже. Вот почему декабристок вспоминают на самом деле чаще и с большей теплотой, чем декабристов. Потому что это же потрясающе. Это правда. Знаете, я был в Иркутске, я был в домах-музеях там и Волконского, и Трубецкого. Это абсолютно потрясающе, что эти женщины сделали. В 19 веке в Сибири. Сейчас-то Сибирь, понимаете, не подарок, да, что называется. Я, человек там долгое время, которое провел, могу сказать. А представляете, что это такое было в 19 веке? Когда ни поездов, ни самолетов, вообще ничего. И вот они туда поехали,
Хотя не обязаны были. Они не были лишены прав состояния, они не были сосланы. Только мужья были. Российская империя, в отличие от Советского Союза, не боролась с семьями. Она боролась только с самими политическими оппонентами. Это члены семьи изменников Родины, это уже во времена Сталина появилось. Поэтому жены могли остаться в своих замечательных особняках в Петербурге. Но нет, не остались, поехали и взвалили все на свои плечи. И вот эта традиция, понимаете, которая уже 2 века в нашей стране, когда все держится на плечах сильных женщин, вот в прямом смысле этого слова. Вот она, эта традиция сейчас продолжается. Вот Юля эту традицию продолжает, Женя эту традицию продолжает. Вы готовы с Юлией Навальной работать в коалиции? Безусловно. И я очень был признателен за вот это приглашение поехать вместе в Хельсинки. То есть это была идея, что вы вместе едете? Конечно. Это она сама предложила. Знаете, не знаю, может быть, это уж совсем личное, но я так скажу общими словами. Когда Лешу убили в феврале, и я ей писал из тюрьмы, вот, и там пытался найти какие-то слова, которые невозможно найти, потому что какие-то слова найдешь в такой ситуации. Вот, и я там сказал, что как бы ты на меня всегда можешь рассчитывать. Все, чем я могу быть полезен, все, чем я могу помочь. Я как бы не знал, реализуется ли это когда-нибудь, чем могу помочь из тюрьмы, а я не верил, что я выйду. Но вот обещал, поэтому даже вопросов никаких нет. Я, если что-то говорю, я делаю. Поэтому, безусловно, готов и с удовольствием это буду делать. И мне кажется, будет очень правильно, если у будущих демократических перемен в России будет женское лицо. В политическом табеле о рангах России, может быть, даже будущей России, кем вы себя видите? А это вообще не важно. Я, безусловно, имею амбиции. Невозможно быть в политике, не имея никаких амбиций. Это как бы по определению. Но это вопрос там 3-й, уже 4-й степени важности. Я, разумеется, посчитаю огромной честью, если мне предоставится возможность послужить своей стране в том качестве, в котором я смогу ей быть полезным. Та сфера, в которой я имею больше всего опыта и в которой я работал много-много лет уже, это, конечно, внешняя политика, международная деятельность. И без ложной скромности кое-чего удалось добиться. Собственно, 25-летний приговор, мне кажется, это была достаточно такая лестная оценка со стороны нынешнего режима. И в первую очередь, конечно, за закон Магнитского и все, что с этим связано. Поэтому, если такая возможность послужить моей стране на каком-то государственном посту предоставится, я буду считать это огромной честью. Дело абсолютно не в этом. Дело в том, чтобы эта демократическая Россия была, и именно на это сейчас должны быть направлены все усилия. А вы вот сейчас видите свою задачу в чем? Начиная с твоей, твоя гораздо больше. Так у вас что, и разные задачи? Нет. Я пока не совсем понимаю, что я и где я. Я продолжаю делать то, что я делала. Но фонд, который вы сделали, Free Russia. Вот, мы действительно с Володей оба работаем с фондом «Свободная Россия». Огромная гражданская организация, которая объединяет, поддерживает, проталкивает и помогает всячески совершенно различным продемократическим антивоенным инициативам, группам, формам. И я счастлива, что я там работаю, потому что, когда меня спрашивают, откуда вы берете вдохновение, как вы вообще продолжаете делать то, что вы делаете, я говорю, вот потому что я работаю с этими людьми. Потому что каждый раз, когда я приезжаю куда-нибудь, в какую-нибудь страну, где, например, есть реформ. Реформы – это такие площадки для русскоязычного сообщества за рубежом, которые фонд «Свободная Россия» создает, чтобы люди не теряли ощущение комьюнити, ощущение принадлежности к какому-то сообществу. И действительно, россияне, которые там сотнями тысяч бежали с начала полномасштабного вторжения, чувствуют очень часто себя изолированными, чувствуют себя брошенными, выброшенными из своей привычной жизни и, собственно, оказавшимися нигде и ни с чем. И для этих им всегда об этом напоминают. И поэтому для этих людей так важно чувствовать какую-то солидарность, какую-то принадлежность к своему языку, к своей культуре, к антивоенному движению, к сообществу людей, которые разделяют одни и те же ценности. И вот эти вот реформы, Reform Spaces, позволяют нам
этих людей собирать на одной площадке. Они предоставляют и юридическую, и психологическую помощь. Они часто проводят уроки языка той страны, в которой эта площадка находится. Люди могут принести туда, в конце концов, свои идеи. Ну, то есть вот когда я приезжаю в страну, где такая площадка есть, смотрю на этих людей, общаюсь с ними и понимаю, что вот ради них мы и работаем. Ради тех людей, которым они пишут, политзаключенных, мы и работаем. И поэтому, конечно, я вот из этого получаю какое-то вдохновение. А плюс фонд 30 октября, который мы создали, мы собрали туда все Володины премии за последние 2,5 года, и все наши будущие премии тоже туда пойдут. Вот пару дней назад я получила премию за права человека фонда Лантеса, и денежная часть этой премии полностью в полном объеме пойдет тоже в фонд. Этот фонд предоставляет регулярную финансовую помощь семьям политзаключенных, которые очень часто остаются без источника дохода, кроме того, что у них забирают их любимых людей. И мы сотрудничаем с ОВД-Инфо, с Мемориалом, потому что они в основном оказывают помощь самим политзаключенным, юридическую, гуманитарную, а мы занимаемся семьями. Вот, чтобы детям было что кушать, чтобы было на что лекарства купить. Первый взнос как раз была премия Вацлава Гавела, которую здесь присудили в 22 году. Вот та первая пленарка, да? Да. И я помню, был абсолютно сюрреалистический этот момент. Меня вели в басманном суде из конвойного помещения в зал заседания, вот так в наручниках по лестнице. И стоял Михаил Тимонов, депутат Московской городской думы, который мне крикнул, там нельзя, запрещено общаться, разумеется, но Миша все равно так перегнулся через перила и крикнул: «Володя, тебе присудили премию Вацлава Гавела». И это вот, абсолютно какой-то, что-то с другой планеты, эта премия Гавела. Но там была достаточно большая денежная часть. Да. И это у меня тогда как-то сразу само собой пришла идея, что я хочу всю эту денежную часть премии отдать на фонд, который хотя бы вот этот маленький кусочек ада у людей заберет, потому что помимо вот этого всего, в чем ты существуешь каждый день, вот в этих 4 стенах, и думаешь, что никогда больше своих близких людей не увидишь, еще и постоянно думаешь о том, а как твоя семья вообще проживет, что твои дети есть будут. Что ваши дети спрашивают о тюрьме из того, что вы не можете им рассказать? У нас как-то так в семье повелось, мы обо всем друг с другом говорим. Нет, понятно, что какие-то там детали. Да, даже в письмах спрашивали, ходишь ли ты куда-нибудь, там, что ты видишь, с кем ты общаешься. Еще когда в Москве я сидел, в Москве-то у меня все-таки были сокамерники, они знаете, как меня вот так вот все время сокращали. Я сначала сидел в камере, где было 6 человек, потом 4, потом 2, вот и потом уже в одиночку. Вот. Было интересно, что за люди, о чем говорили, как вообще все это устроено, как поезда устроены, эти столыпинские вагоны. То есть интересно, очень интересно. Нет, я все отвечаю. Как там, стоя, сидя, купе, что там? У меня, во-первых, я ехал первым классом по мерку столыпинских вагонов, я и там ехал отдельно. То есть, знаете, вот как особо опасный, у меня был отдельно. Купе у меня язык не поворачивается это назвать, камера тоже в столыпинском вагоне. Столыпин на самом деле устроен так, что это по сути обычный вагон, то есть структура та же. Только там вместо дверей, закрывающихся купе, там решетки. И в самом этом купе там 3 полки, а не 2. Одна из них прям на самой верхотуре. И, конечно, окна нет с той стороны. То есть окно только с той стороны, где коридор, где надзиратели ходят. И я, собственно, вот через ту самую Куйбышевскую пересылку, о которой писал Солженицын в «Круге первом», вот так через полстраны в Сибирь я ехал первым классом. То есть был забитый весь столыпинский вагон, где там друг на друге все сидели. А я сидел один, и перед моей решеткой постоянно стоял надзиратель, они менялись. Невозможно это не вспоминать, потому что, правда, все в один. Буковский очень любил рассказывать, как его, когда этапировали, значит, его тоже запирали одного в клетку, и стояли 2 надзирателя рядом. И периодически, значит, каждые несколько минут к нему поворачивались и говорили: молчи, закрой рот. То есть у него была инструкция, чтобы он ни с кем не разговаривал. Вот, и он всегда так смеялся, значит, затягивал свои сигареты фирменные и говорил, что, видимо, они считали, что если я заговорю, то советская власть рухнет. Абсолютно никакой логики в этом нет, но у меня было ровно то же самое. То есть ни с кем нельзя было общаться, на всех пересылках я был тоже в одиночках. И как только приехал в Омск, сразу в одиночку тут же, и вот до прошлого месяца был в ней. Сколько вы слов произносили в день? Считать, когда я кричал на стены или нет, это мы считаем количеством слов по-испански, да. Или по-испански кричали на стены? Вот когда учил, какая-то же нужна практика. Вы имеете в виду с людьми, да, общение? Здравствуйте, до свидания с надзирателями, не более того, им тоже нельзя было со мной разговаривать.
Ну, вы должны представиться, сказать свою статью и дату это выхода. Отдельно, это отдельно. Это, значит, совершенно замечательное тоже правило в наших тюрьмах. Это такой, знаете, видимо, такой антипсихотерапевтический прием для арестантов, потому что, да, каждый раз, когда ты представляешься, или каждый раз, когда ты пишешь любое заявление письменное, даже самое ерундовое, например, там, что ты просишь тебе печенье к чаю завтра принести, да, это тоже все равно нужно писать письменное заявление на имя начальника колонии. Ты должен каждый раз называть, ну, понятно, там фамилию, имя, отчество, номер камеры, дату рождения и так далее, статьи, по которым ты осужден. Но еще ты должен везде либо называть вслух, либо писать на заявлениях свою дату окончания срока. В моем случае это 21 апреля 2047 года. Я эту дату запомню до конца своей жизни. Я не буду врать, это, конечно, начинает в какой-то момент действовать. Ну ладно, там 3-4 года, да, тоже ничего приятного. Ну как бы такой срок, ну 47 год, это вообще что-то, я не знаю, представить такое невозможно. Поэтому слов-то было не особо, но вот эти были слова, но они одни и те же. Потом, когда выводили на эти бесконечные дисциплинарные комиссии, им же нужно обоснование формальное для того, чтобы меня перманентно держать в одиночке. Поэтому они постоянно рисовали так называемые нарушения. Вот, то есть придумывали, либо цеплялись там к мелочам и оформляли их как нарушение. Ну, условно говоря, пуговицу расстегнул, это нарушение. Значит, дисциплинарная комиссия, там столько-то суток ШИЗО. Шапку снял, если гуляешь в прогулочном дворике. Там вся тюрьма, вся колония переходит на зимнюю или там, на летнюю форму одежды одновременно по, значит, распоряжению начальника. А был очень теплый апрель в этом году в Омске. А еще никто не перешел на зимнюю форму одежды. И поэтому ты должен, когда гуляешь, в этой огромной шапке-ушанке, вот как Солженицын на фотографиях, вот так же. Вот, ну жарко, голове было жарко, я ее снял. Нарушение дисциплинарной комиссии ШИЗО. Постоянно вот либо цепляются так, либо просто выдумывают. То есть, когда совсем уже не к чему прицепиться. Они мне, например, 2 раза такое было. Подъем не включают в камере по громкой связи, а потом приходят с видеорегистратором и снимают, что, значит, заключенный находится на спальном месте после подъема. Ну, его просто не было, а как это докажешь? И вот, значит, выписывают нарушение. А у этого должны быть свидетели. А есть видеозапись, которую они показывают. Я действительно спал после подъема. Подъема не было только. Деталь маленькая. Должны быть понятые, которые должны это доказать. Да, это приходит как раз надзиратель. Сначала оформляет сам, а потом приходит еще 2 человека, да, из оперотдела обычно кто-то, и там какой-то еще сотрудник. Да, и они подписывают. Они все что угодно подписывают. А кто у вас был понятыми? У меня, ну это не то, что понятыми, но разные сотрудники, много кто. Был один случай. Да, я, наверное, понимаю, о чем вы говорите. У нас в ПКТ, помещении камерного типа, в «Шестерке», где я сидел в Омске, со мной сидели украинцы, азовцы, пленные. Тоже в одиночках, так же, как и я. То есть мы никогда не виделись, но мы как бы друг о друге знали, потому что когда тебя выводят к адвокату, то сначала полный обыск в служебном помещении, а там в этом же служебном помещении лежат все заявления вот как раз на чай, на кофе, там, на печенье, которое ты должен подавать. И поэтому ты видишь фамилию, ты видишь статьи. А у украинцев всегда одни и те же статьи. Это вот эта самая статья, 356. совершенно верно, нарушение правил обычаев войны. То есть по этой статье сразу понятно, что это пленные украинцы. Вот, их держали точно так же, как меня. То есть тоже в одиночках, тоже в этих ярко-оранжевых, значит, формах, как Гуантанамо и так далее. В очередной, там уже 100-й раз, когда я получил какое-то нарушение, я прислушался к совету адвокатов своих, в частности, в данном случае Анны Ставицкой, которая сказала, что обязательно нужно это обжаловать. Ну, нельзя получать, что ты согласен, что ли, с этим, раз ты даже ничего не пытаешься сделать. И мы пошли в суд, в Омский суд против администрации этой тюрьмы. Алексей Навальный тоже очень часто делал, как бы ты оспариваешь это, ну, просто фиксируешь как бы нарушение. Потом всегда чисто по-человечески, иногда даже бывает забавно, как они выкручиваются. То есть, ну, когда вот 2 × 2 – это 4, но они же должны написать, что это 5. И вот они пишут и с красивыми печатями, с подписями на бумагах. Забавно смотреть. Как раз на судебном заседании по поводу вот этого очередного так называемого нарушения, когда меня в карцер посадили вот по поводу того, что не было в этот день подъема, они, то есть администрация ИК-6 в Омске, взяли письменное объяснение 2 украинских военнопленных, 2 азовцев, о том, что, значит, что я вру, что все нормально, что подъем в этот день был. И более того, одного из них даже привели свидетелем на суд, мы вот так рядом стояли. Я абсолютно как бы никакого зла не держу, никаких претензий не имею, никого ни в коем случае не осуждаю. Они не просто пленные, они заложники. Они сидят вот в этих одиночках, они также точно не имеют возможности контактировать с семьями.
они также точно вот находятся постоянно в этом замкнутом помещении, день за днем, в руках и в полной власти врагов и людей, которые их считают врагами. Поэтому, когда человек находится в положении заложника, я к такому человеку претензий иметь не могу. Я сейчас говорю об этом только, Катя, потому что вы меня напрямую об этом спросили. Я просто не хочу уходить от вашего вопроса. Но я хочу, раз уж мы подняли эту тему, я бы очень хотел сказать, что вот миллионы российских граждан сегодня точно так же являются заложниками жестокой репрессивной диктатуры. И поэтому, когда люди на Западе начинают вот это вот натягивать эту так называемую коллективную вину, что все виноваты, вот точно так же, как украинских военнопленных заставили написать поклеп на человека, который сидит в тюрьме за то, что он выступил против войны в Украине. Специально же было сделано, нарочно не придумано. Чтобы вы увидели, что вот на вас... Да, люди, в частности, вот в каком-то смысле, за которых я сижу в тюрьме, а они на меня пишут. Конечно, это было сделано специально. Но я вам говорю абсолютно искренне, никакого зла, никаких претензий. Потому что я понимаю, что они заложники. Но точно так же в заложниках у путинского режима находятся миллионы российских граждан. И не надо натягивать вот эту коллективную вину. Это вообще очень удобный принцип. Он удобный для настоящих преступников. Если виноваты все, не виноват никто. Вот я очень хочу, чтобы люди, которые живут в свободном мире, которые имеют возможность высказывать свое мнение, не боясь за него оказаться в тюрьме или в могиле, чтобы они не забывали о том, что точно так же, как украинские военнопленные или украинские гражданские заложники, сегодня тысячи людей находятся в заложниках у путинского режима, точно так же в заложниках у путинского режима находятся не только сотни политзаключенных, это само собой, но и миллионы российских граждан, которые против этой войны, которые против этого режима. Но не от каждого человека можно требовать, чтобы он вышел на площадь и потом за это сел на 10 лет в тюрьму. Я хочу, если чтобы я вас люди об этом сейчас не забывали. спрошу, сколько в России политзаключенных, вы мне скажете? 140 миллионов, совершенно верно. Но, кстати, даже если я вам впрямую отвечу на этот вопрос, да, тут как бы в буквальном смысле, вот по последним данным ОВД-инфо больше 1300, я вам могу сказать, пройдя через эту систему, это капля в море. Потому что я видел столько людей и в СИЗО, где я сидел, и в этих же столыпинских вагонах, и в транзитных тюрьмах, на пересылках, когда ты в воронках едешь там на вокзал и от вокзала, есть все-таки возможность с кем-то пообщаться. Я видел стольких людей, которые сидят там за пост в соцсетях, или за то, что они вышли куда-то с плакатом, или просто там с белой бумажкой. Но этих людей нет нигде, их нет ни в каких списках, их нет, о них не говорят правозащитные организации, о них не говорят вот здесь в Страсбурге, там на слушаниях в ПАСЕ. Политзаключенных в России гораздо больше, чем те люди, которые есть в публичных списках, но даже если мы возьмем только вот тот список ОВД-инфо, который известен, 1372 человека, это уже в 2 раза больше, чем было во всем Советском Союзе, я подчеркну, мы только про Россию говорим, чем было во всем Советском Союзе в середине 80-х годов, к концу советского режима. То есть Путин уже побил уже все рекорды по количеству политзаключенных в России. И я понимаю, что никто из нас не может знать как бы о подлинном состоянии общественного мнения в России сегодня. Потому что невозможно судить об общественном мнении в стране, где высказывание мнения сажают. Но мне очень важны вот эти вот такие моменты, когда можно понять, сколько на самом деле в нашей стране людей, которые против вот этого всего. Я это видел по тому чувству в феврале, когда убили Алексея Навального, и как во всех городах стали появляться, за ночь буквально возникли эти мемориалы, цветы, свечи. Вот в Омске даже ко мне ехал мой адвокат, и он сказал, сейчас проезжал Главную площадь, и там такая гора цветов вдруг за ночь образовалась. И все эти десятки тысяч, которые в Марьино приходили к церкви, когда его отпевали, при том, что там вокруг везде эти ИЭшники, и ФСБшники, и кого там только нет, и с камерами. И понятно, что всех людей зафиксируют, и перепишут, и внесут там во все списки. Все равно люди шли. И, конечно, совершенно было потрясающе, когда я весь февраль получал эти письма, вот про эти очереди, знаете, за Надеждина. А они же не за Надеждина, на самом деле, естественно, они против войны. И это было абсолютно потрясающе, как люди часами стояли в этих очередях, чтобы, я замечу, написать свое имя, свой адрес домашний, свои паспортные данные. Это же не просто автограф оставить. Мы же знаем, что такое подписи для Центральной избирательной комиссии. И это были сотни тысяч людей, которые не испугались это сделать. И вот это моя Россия. Понимаете, вот это моя Россия, которую я люблю, которой я горжусь, в которую я обязательно вернусь. Я хочу, чтобы эту Россию услышали и увидели. И поняли, что нельзя всех мазать черной краской. Что
что не все 140 миллионов человек военные преступники или какие-то там генетические уроды, или я не знаю, что еще сейчас люди начинают говорить. Мне дико просто все слышать, мне дико. Потому что я знаю на самом деле свою страну. Да, безусловно, есть люди, которые все это поддерживают. А что в демократических странах нет людей, которые голосуют за каких-то там фашистов, за каких-то леваков, за каких-то ультраправых этих безумных? Посмотрите на выборы сейчас. Вот я только что в Германии был, как раз когда с Шольцем встречался. Там были выборы в 2 восточных землях. И там победили, значит, ультраправые и ультралевые. И у них, может быть, никаких других общих нет моментов, но Путина они любят горячо одинаково абсолютно. Вот за них голосуют люди в свободной стране, имеющие доступ к информации. Так что же вы тогда хотите от страны, которая 25 лет находится в условиях диктатуры? Конечно, там будут люди, у которых мозги промыты этой пропагандой. Но почему вы не замечаете остальных? Почему вот они, Россия, вот эти все убийцы в Кремле, а мы что, нет, что ли? Вот люди, которые в тюрьме сидят за то, что они против войны, они что, не Россия? Те, кто в очередях за Надеждина стоял часами, они не Россия. Или те, кто Леше приносили и до сих пор приносят цветы. Сейчас у меня опять есть соцсети. Дня не проходит, чтобы не ставили фотографию с Борисовского кладбища. Там свежие цветы каждый день. А их кто оставляет? Марсиане, что ли, прилетают какие-то? Вот я хочу, чтобы люди на Западе поняли, что Россия не заканчивается стенами Кремля, не ограничивается ими. Вопрос о том, чему мы детей учим. Значит, есть фотография, недавно у меня Катя опять ее попросила. Значит, лето 2013 года, когда был приговор Навальному по Киров-Лесу, самый первый приговор, когда ему дали 5 лет, помните, перед тем, как отменить. И у нас есть фотография, где мы стоим на Манежной площади. Да, это был крупнейший несанкционированный митинг в Москве с начала 90-х годов, когда там тысячи людей были. Даника мы оставили все-таки дома, ему 1,5 года было, это уж совсем. Кате было 7. А Соне было 4. И у нас есть фотография, где мы все стоим на этом митинге. Там, я помню, значит, периодически подъезжали эти ментовские эти машины большие, кого-то из толпы выхватывали и туда начинали, значит, оттаскивать. Вот, и люди начинали скандировать, вся площадь. Катя маленькая тогда была еще, она спрашивала меня: папа, а почему все кричат «Навален, Навален», что это значит? Вот, она сейчас это вспоминает, и попросила недавно эту фотографию. Я ей прислал, где мы там стоим. Ну, просто есть ощущение, что у детей-диссидентов к ним есть огромная претензия, что ничего не получилось. Есть у вас опасение, что и у ваших детей будет к вам вопрос: а почему ничего не получилось? Ну вот мы ходили на этот митинг в 2013 году, вот мы на этот митинг ходили еще, а ничего не получилось. Во-первых, это еще не конец, Кать. Еще все получится. В промежутке результаты не в нашу пользу, не в вашу пользу. Да, возможно, мы должны продолжать свою работу. Мы должны продолжать биться башкой в одно и то же место в стене, пока мы ее не пробьем. Сколько это времени займет, ну, нет никаких гарантий. Это же исторический процесс, он совершается у нас на глазах. И мы, может быть, да, мы застанем только кусочек его. Но это не значит, что весь процесс ни к чему не приведет. Я, во-первых, абсолютно не сомневаюсь, что в итоге получится. И вот все, что делалось все эти годы, это все к этому ведет и делает вклад. И вот ни Борис Немцов, ни Алексей Навальный не увидят уже эту новую свободную Россию. Но их вклад в нее будет огромный абсолютно. Потому что это все идет в эту копилку. Это все вот шаг за шагом. Понимаете, это нельзя, к сожалению, ждать результата немедленного. Да. Как всегда Борис любил говорить, это не спринт, это марафон. Это действительно марафон. И мы не знаем, когда он закончится. Но чем он закончится, мы знаем. Потому что у истории есть свои закономерности, которые абсолютно неизбежны, и не отменить, не изменить, не обнулить эти исторические закономерности ни у кого не получится. И вот у меня была абсолютно четкая мысль, что даже если они всех нас перебьют, вот тех, кого считают там, лицами оппозиции, лидерами оппозиции, называйте как угодно, даже если всех нас перебьют, значит, придут другие. Значит, придут кто-то вот из тех молодых, которые были у церкви в Марьино на отпевании, или у тех, кто стоял в очередях за Надеждой. Мы даже не знаем, как их зовут. Но они там есть, и они обязательно будут, потому что историю остановить невозможно. Ни у кого это никогда не получалось, и у господина Путина это тоже не получится. А с детьми правда получилось. Я когда посадили, я в это время старшую учил ездить, а сейчас вернулся, теперь младшую начал. Ну, вот средний начал. Старшая с тех пор уже, она уже ездит вовсю, уже сдала на права, естественно, ездит каждый день и очень любит механику. У меня 87-го года шестерка. Купили.
87-го года Это шестерка. как из Простоквашино. Москвич купили старый, раздолбанный. Во-первых, Запорожец, а во-вторых, не Ой, надо, извини. пожалуйста, смеяться над нашими «Жигулями». Они с Данькой очень Почему любят свои в «Жигули». Америке У «Жигули»? нас шестерка, Он все нашел. выглядывают из окон, Он когда мы нашел. едем. Шестерка, Кать, 87-й год, пробег 50 тысяч. Как пожилой человек, значит, я ей владел там. Она из-под Гомеля, в Белоруссии, да. Ага. Вот. И как бы, пылинки сдувал, там, может, 2 раза в год ездил, как у нас обычно. И она в идеальном состоянии. Во-первых, экспортный вариант, там из красной кожи двери, мягкие такие сиденья, там очень классно все. И, двигатель от 3 стоит, а он же лучше. Вот. Еще 4, правда, скорости только, тогда 5 еще не было, 80-е годы. Но машина абсолютно потрясающая, в идеальном состоянии. Красивая, бежевая. Состояние. Вы мы много постоянно вложили. Да, вы с Данькой постоянно Я что-то там чемоданами, чините. я вот перед арестом несколько лет чемоданами возил эти запчасти автовазовские из Москвы. И как не приедет домой, чемоданы неподъемные, потому что там половина чемодана железа. Какие-то непонятные Я карбюраторы для меня возил, там совершенно тормозные детали. колодки, много всего было. Да. Это правда, что вас назвали не в честь отца, а в честь Владимира Высоцкого, который умер за год до вашего рождения? Мои родители высказывают ровно противоположное мнение по этой теме. Мама утверждает, что ничего подобного, что меня назвали в честь папы, как Так. все думают. Но папа сам непосредственно мне говорил, что я назван в честь Владимира Семеновича Высоцкого, которого папа очень любил, очень уважал. И постоянно у нас в доме и пластинки, и кассеты были, и портреты Высоцкого. И сам он на гитаре, его многие песни любил играть. И Высоцкий умер, да, за год до моего рождения, в год Олимпиады, в 80-м году. Да, я родился в 81-м, поэтому как бы в принципе совпадает. Какая ваша любимая песня Высоцкого? Если друг оказался вдруг, я и сам ее играю. А, да? Да, и не друг, и не враг, а так. Так. Да. А странно, она кажется такой романтической, такой сентиментальной, У него много. наивной. У него ведь очень разные песни. Знаете, я когда в тюрьме сидел, мне иногда, у меня были самые такие радостные дни, когда мне включали ретро-ФМ в камере, и вместо вот всей этой лабуды, я прошу прощения, там шаманов всяких и так далее, вот то, что сейчас все слушают, да, у меня Высоцкий был, Гребенщиков, «Машина времени». Что, прямо в камере Гребенщиков? ДДТ, прямо в камере. Подают. Прямо в камере. Ну и западная музыка там тоже того периода. Джо Дассен, там, Квин, Битлз и так далее. Вот тут любимые дни были, когда это все играло. И Высоцкого тоже было много песен разных. Я и сам, вот у меня папа на гитаре научил играть, я и сам играю. Правда, вот надо теперь вспоминать, потому что в тюрьме гитары не было, к сожалению. Вы еще на кларнете играете? Это давно было, да. Я причем играл практически профессионально, конкурсы там выигрывал, московские и так далее. И вообще думал этим заняться по-настоящему. Что такая карьера бы была, а не вот это все? Ну, по крайней мере, поспокойнее жизнь была, с этим не поспоришь. Но нет, я не жалею все равно ни о чем. Я считаю, что музыкой много кто может заниматься, а как бы со страной нам надо самим что-то делать. Это наша ответственность. А вы сейчас успели поиграть на кларнете дома? Кать, меня так воспитали, что я, если что-то делаю, я либо это делаю хорошо, либо не делаю никак. Поэтому я вот 25 лет назад, когда я решил, что я иду в политику, а не в музыку, я последний раз сыграл концерт Моцарта для кларнета знаменитый. Ой, прекрасный, да. Он да. очень красивый, да. Даже, по-моему, видеозапись где-то осталась. Потом я этот кларнет сложил, убрал, закрыл, и вот он так дома у меня лежит. Я его с тех пор к нему не прикасаюсь. Потому что либо хорошо, либо никак. Слушайте, ваш отец, который, будучи историком и журналистом, все понимал про страну, про власть. И не хотел с ней сотрудничать, работал дворником. Потом коротко поработал журналистом, но пошел опять кочегаром работать. И когда вы в Кембридже получили диплом двойного отличия, то есть было это такое, с двумя 2003 плюсиками, году. да? Было. Ваш папа вам сказал: Володь, езжай в Лондон, живи там, работай. Это был совет не просто так. И вы его не послушали. Нет, я вообще никого не слушал. На самом деле, к тому времени уже все решено было. Все было решено в 99-м году, когда я с Борисом Немцовым начал работать. Уже все к тому времени было решено окончательно. Я считаю, что каждый человек сам свою жизнь должен определять. Я, например, вот никогда, мне даже в голову не придет на своих детей, вот сейчас они уже старшие, вообще взрослые, там, средние и младшие тоже уже подходят. Мне никогда в голову не придет там на них как-то давить, в смысле, например, карьерного выбора, что вы должны это делать, или это, наоборот, не делать. Как бы вот
где они решат там учиться и кем работать, это их выбор, это их жизнь. И я тоже никогда не позволял никому, там, ни родителям, ни, я не знаю, бабушкам, дедушкам, ни родственникам, ни друзьям как-то в этом смысле влиять. Ну, я упрямый достаточно человек. Ну, видно, наверное, по биографии. Иначе в нашем деле невозможно. Поэтому, если что-то решил, то иду до конца, невзирая на там, препятствия, появляющиеся на пути. Наоборот, они только укрепляют в решимости. One day, I know that Russia will regain its rightful place in the family of European nations. In this chamber, in this palace, in this Council of Europe, that will attain that pan-European dimension its founders had dreamed of. And that will be a very bright day for all of us. Because the best promise of long-term security, stability, and democracy on our continent, the best promise of a Europe that would finally be whole, free, and at peace, lies with a democratic Russia. I believe in this promise with all my heart. I know that many of you do too. Let us work together to make it a reality. Thank you very much. Если и когда вы с детьми приедете в Россию, в Москву, куда вы пойдете? Старшая дочь с момента возвращения Володи уже несколько раз спрашивала, когда она может поехать в Москву. И мы ее просим, мы ее никак остановить не можем, она совершеннолетняя. Она меня, прошу, прости, что перебиваю, и я надеюсь, сейчас Катька посмотрит, она меня убьет, что я сказал. Но она мне писала в тюрьму, что она очень хочет приехать, потому что как бы, у меня не было никаких свиданий и так далее. Но если бы вдруг были, вот она писала, что я фамилию изменю, чтобы как бы не знали, кто, а я там то сделаю, все, я хочу приехать к тебе. Вот, кстати, понимаете, Катя, вот это к вашему вопросу про детей. Вот мы тоже хотим, чтобы они могли нормально приехать в собственную страну, где говорят на их родном языке. То есть они не стали американцами у вас? Они где-то посерединке. Пополам. Они такие, да, можно сказать, что во многом среднестатистические американские подростки. При этом они себя чаще всего идентифицируют как европейцев. Да. И русский язык – большая часть их идентичности. Они умеют читать, писать, говорить на русском, так же, как на английском. И мы с Володей, на самом деле, несмотря на вот эти все жуткие отравления, скорее вопреки им, пытались сделать все для того, чтобы дети видели, знали и другую Россию тоже, потому что вот расти с этим, думая о том, что вот каждый раз, когда папа едет в Россию, там кто-то пытается убить, ну, это чудовищно. Поэтому нам было важно, чтобы они знали, что мы любим там. И они, конечно, миллион раз бывали у нас в Москве. Володя возил Катю даже в Петербург успел. Мои родители возили Даньку в Краснодарский край, где моя бабушка, соответственно, его прабабушка жила. Нам было очень важно, чтобы они вот это вот видели, чтобы они это могли пощупать, потрогать. У них есть любимая русская еда. Наши дети обожают пельмени. Когда мы едем в русский магазин, они заказывают там творог, сырки, пельмени. Мы их возили последний раз, всех троих, в 2019 году. Когда папа ушел, умер. Да, свекор мой. А Катю еще, я уже одну возил в 21-м, прям незадолго до войны. Вот как раз я Петербург тогда показал. Паспорт получать. Потому что внутренний паспорт ты можешь только в стране сделать, его нельзя сделать в посольстве. Вот, мы поехали. И, кстати, к разговору, русские или американцы. Вот Катьке в этом году 18 лет исполнилось. И проголосовала она, проголосовала, понятное дело, первый раз в своей жизни на российских. На российских, да. Мы с ней вдвоем ходили в российское посольство в Вашингтоне, отстояли вот эти вот 3 часа в очереди. На площади Бориса Немцова. Да, в полдень против Путина. Мы с ней в этом участвовали, стояли в очереди. Причем, у Кати терпения не очень много. Катя человек такой, ей надо вот все сразу, вот сейчас вот. Это свойство имени. Да. Она не произнесла ни слова, она не жаловалась, не ныла, не скандалила. Она стояла эти 3 часа в очереди, ждала, когда мы сможем зайти и проголосовать. Я показала Кате, как испортить бюллетень. Вот. Мы с ней обговорили Почему это вы заранее. учите детей?
Это вообще безобразие. И я ей объяснила, как сделать так, чтобы ее бюллетень не засчитали. И я сказала ей, что иногда люди там что-нибудь пишут, что иногда люди оставляют какое-нибудь послание. Вот. Но я сказала, что я, естественно, не буду ей ни в коей мере ничего советовать и говорить. И если она что-то захочет на нем написать, то это ее дело, что и как и вообще. И когда мы уже ехали обратно домой, я ее спросила, конечно, потому что мне было ужасно любопытно. Я спросила: ты написала что-нибудь? Она сказала: да. Я спросила: что ты написала? Она написала: мой президент Борис Немцов. Поэтому да. Дети делают какие-то свои выводы. Они учатся на этой чудовищной истории, которая совершается на наших глазах. И несмотря на вот эту всю боль, которую я испытываю, чувствую, что я все время бросаю детей, что они воспитывают себя сами, что мы постоянно отсутствуем. Есть такие сигналы того, что выводы они делают правильные. А я могу немножко выдохнуть и думать: ну они растут замечательными людьми. Это для меня важнее всего, чтобы они выросли людьми. Вот во всем этом кошмаре, во всем этом ужасе, чтобы они выросли, не думая, что если происходит что-то страшное, нужно только затаиться, спрятаться, и, может быть, оно обойдет тебя стороной. Потому что не обойдет. Потому что зло все равно догонит, найдет и догонит. И уметь стать с прямой спиной и сказать: нет, мне очень важно, чтобы дети научились это делать. Так план-то какой, куда пойдете, если приедете? Куда мы пойдем, если приедем? На мост обязательно. Придем. Они там были уже все. Данька нет, конечно, совсем маленькие, была девчонки. Бориса хорошо помнит. Он крестный же Сонин. Да. За время вашего отсутствия в мире появилось сколько? 8 площадей имени Бориса Немцова? Мы это начали прям в первый месяц после убийства Бориса Ефимовича. Первые встречи на эту тему в Америке были в 2016 году. А в конце 2017 года прошли слушания в городском совете Вашингтона. И в феврале 2018, в третью годовщину убийства, мы открыли площадь Бориса Немцова перед посольством Российской Федерации в Вашингтоне. Это была первая такая официальная инициатива по увековечению его памяти, где бы то ни было в мире. Сегодня, да, уже 8 городов, кроме Вашингтона, это и Лондон, и Вильнюс, и Прага, и Киев. А еще Братислава, София и Большой Торонто в Канаде. И последние 2 открытия я пропустил, потому что я в тюрьме уже сидел. В Торонто ездила Женя на открытие, а в Лондон Женя вместе с Соней. Я помню, я из тюрьмы писал от руки, пересылал какие-то свои слова для открытия. И я там написал, что если я когда-нибудь еще буду в Лондоне, то одно из первых мест, куда я поеду, будет площадь Бориса Немцова. Я сейчас это обещание выполнил. Мы будем продолжать эту работу дальше. Программа «Минимум» какая? Тут дело не в цифрах каких-то. Да, меня когда спрашивают, в каких вы еще городах собираетесь это делать, я все говорю, что мы это будем делать везде, пока площадь или улица Бориса Немцова не появится в Москве. Я абсолютно убежден, что этот день настанет. Это очень важно. Я знаю, что не только для меня это вообще очень личное. Но я знаю, что это важно и для очень многих людей в России, потому что это же не просто табличка. Это очень важный жест солидарности, поддержки, сигнал того, что в мире видят, что Россия – это не только Путин. И что в России были такие люди, как Борис Немцов. На мой взгляд, это лучший президент, который мог быть у нашей страны, которого у нашей страны никогда, к сожалению, так и не было. Но каждый раз, когда происходит очередное такое открытие, я всегда говорю на всех этих церемониях, что для меня, как для российского политика, просто как для российского гражданина, не может быть более пророссийского акта, более пророссийского жеста, чем назвать площадь или сквер, или улицу перед российским посольством именем российского государственного деятеля.
И что бы там сейчас ни говорили, или там ни шипели, значит, на Старой или на Смоленской площади, я совершенно точно знаю, что настанет день, когда площадь или улица имени Бориса Немцова появится в Москве, и когда российское государство, именно российское государство будет гордиться тем, что наши дипломатические представительства в мировых столицах стоят на площадях, улицах и в скверах, названных именем российского государственного деятеля. Что с нами будет дальше? А это будем решать мы. Я себе не рисую никаких картинок. Вот как мне тоже говорили, вы надеялись на освобождение Владимира? Я не знаю. Я надеялась на то, что мне хватит сил работать столько, сколько нужно будет работать. Что мне будет хватать каждый день сил вставать с кровати и продолжать идти делать важное дело. Быть частью вот этого процесса, маленьким пазликом. Но я не рисовала себе никаких картинок. Вот когда Володя вернется домой, или вот если он не вернется никогда. Потому что я не хочу хвататься за какие-то призрачные картинки, и я тем более не хочу рисовать себе никаких черных. Я считаю, что обязанностью каждого человека является делать то, что он может делать в предложенных обстоятельствах. Не помогает только не делать ничего. Не помогает сидеть на диване и оттуда комментировать, как все неправильно делают вокруг. Вот это не помогает никому абсолютно. Я продолжаю быть уверена, что свое будущее делаем мы сами. И оно будет таким, каким мы захотим его сделать. Будем лениться, будем сидеть на диванах и комментировать о том, как все вокруг неправильно. Ну вот такое будущее мы и получим. Если будем бороться, каждый в меру своих сил, каждый в меру своих способностей, каждый на своем участке, то тогда чего-нибудь мы добьемся. Потому что вот еще, что я очень ценю в Володе, я понимаю, что многие люди говорят, вот, он неизлечимый оптимист, имея в виду это совсем не как комплимент. И я как бы с одной стороны понимаю, вокруг столько всего черного и страшного, ну как в этом можно быть оптимистом? А с другой стороны, я, как правило, отвечаю этим людям, ну так только вот такие вот романтики, оптимисты меняют мир к лучшему. Те, которые уже смирились с тем, что вокруг чернота, не добьются никаких хороших перемен. Только люди, которые не дают, не позволяют себе сдаваться, продолжают переть вперед, несмотря ни на что, и продолжают верить, продолжают концентрироваться на том хорошем, что есть, а не на том ужасе, который вот нас всех окружает, на вот этом вот, на маленьких лучиках света в этой темноте. Вот только они могут добиться перемен. Вы влюблены еще все в него? Ну, только а зачем тогда бы я была его женой? Если бы не была влюблена, давно бы уже ушла бы, занялась бы своими делами какими-нибудь. Нет, для меня брак, вот это ужасное слово брак. Ужасное, да. Ужасное слово брак. Но для меня, в принципе, он имеет смысл только в таких отношениях, потому что, а иначе зачем? Иначе для чего? Я действительно считаю, что вот с Володей я могу прожить жизнь. Я это понимаю. Я до Володи мне всегда становилось скучно в отношениях. Мне становилось скучно. Ну тут-то как весело, я смотрю. А тут, да, вот тут не соскучишься. И я уже сама иногда его спрашиваю, а можно вот немножко, чтобы вот жизнь была вот такой будничной, чтобы ничего не происходило. Конечно, мне такого хочется. Я же нормальный человек. Я же живой человек. Мне хочется будничных забот. Мне хочется, как мамы друзей наших детей в Штатах. Они беспокоятся о том, как организовать жизнь семьи с несколькими детьми. Как вот, я не знаю, там какие-то фандрейзинги они делают. У них игры, футбол, баскетбол, бейсбол. Надо как-то успеть перевести ребенка с одной игры на другую. Как привести, накормить, значит, всю команду. Сколько нужно капкейкс, сколько нужно пончиков привезти, чтобы все были довольны. А вот там есть еще такие-сякие аллергии, надо не забыть про это. Ах, вот елку же надо вот заказывать за 2 месяца до Рождества. Мне хочется иметь такие заботы иногда. Я же нормальный человек. Ну вот да.
Жизнь распределена немножко иначе. Что такое любовь, Женя? Что такое любовь? Любовь — это действие. Любовь — это не слова. Я вообще слова не люблю. Вообще разговаривать не люблю. Я бы с радостью молчала бы. Любовь — это деятельная забота о людях, которых ты любишь. Любовь, настоящая любовь – это не когда смотришь друг другу в глаза, да, а когда вместе смотришь в одну сторону. Еще любовь для меня – это когда вместе комфортно молчать, когда не обязательно вот о чем-то говорить, заполнять воздух, когда можно просто сидеть, смотреть друг на друга и молчать. А еще любовь – это высшая степень дружбы для меня. Я не могу себе представить, как, например, можно быть с человеком, который не является твоим другом. И мне в этом смысле очень повезло. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие – это очень важное качество, и для меня, как для христианина, оно очень важное, безусловно. Но я понимаю, что этот вопрос задаете не в вакууме, а мы говорим про нашу страну и про все, что случилось в последние годы. Конечно, справедливость. После всего того, что произошло, после всех тех чудовищных преступлений, которые были совершены, конечно, справедливость. Когда вот я слышу, как люди желают смерти Владимиру Путину, я всегда говорю, что я с этим не согласен. Я ему желаю очень крепкого здоровья и долгих лет, потому что я хочу видеть его лицо, когда он будет сидеть в этом суде, как сидел Милошевич в свое время. И я хочу, чтобы его лицо увидели родные Бориса Немцова, родные Алексея Навального, все те, кто потерял своих близких в Украине в последние годы. Я хочу, чтобы они видели его лицо. Справедливость, безусловно. Правда или безопасность? Вы сейчас серьезно задаете этот вопрос? Ну, я понимаю, что не по тому адресу, но ладно. Ну, конечно, правда. Конечно, правда. Свобода или стабильность? Вы допускаете, что я могу как-то иначе ответить на этот вопрос? Ну, конечно, свобода. Родина или истина? Истина. Всегда. Когда вы поймете, что ваша миссия выполнена? Когда я, наконец, смогу заняться написанием книг по истории российского парламентаризма, то есть вернуться к своей изначальной профессии. Когда можно будет спокойно, не знаю, писать мемуары, покуривая трубку. Когда я смогу позволить себе роскошь свободного времени. Потому что тогда это будет значить, что дело, которое я считаю миссией своей жизни, выполнено. А кто будет президентом России в этот момент? Я надеюсь, что никто, потому что Россия после Путина должна быть парламентской республикой, потому что в нашей стране мы уже имели достаточно возможности убедиться в том, что не может быть вся власть сконцентрирована в руках одного человека. Неважно, кто это, там, царь, генеральный секретарь, президент. Сама модель порочная. Не может такая огромная, такая многоликая, такая разнообразная страна управляться из одной комнаты. Поэтому я надеюсь, что никто не будет президентом России, ну или будет какой-нибудь там церемониальный, знаете, который будет медальки вешать там и ленточки на открытиях перерезать. А управлять должен парламент, управлять должно парламентское большинство. Вот то, что не удалось сделать тогда, в 1906 году, во время Первой Государственной Думы, я надеюсь, что мы к этому рано или поздно придем.